Каждый из нас порой любуется сиянием звезд в ночном небе. Не исключено, что в это самое время из глубин космоса кто-то с восхищением смотрит на далекую яркую точку – наше Солнце. Подобных наблюдателей может быть очень много. Что вы скажете о 22 триллионах жителей Вселенной? По крайней мере, такое население мирозданию приписывал шотландский церковный служитель и научный писатель Томас Дик. В основу своих расчетов он положил плотность населения Англии своего времени – 280 человек на квадратную милю. Правда, все это было еще в 1848 году. С тех пор мы неплохо изучили планеты Солнечной системы и нашли множество миров в глубине космоса. Но нигде не обнаружили зеленых человечков или слизней, муравьев, комаров. Вообще никого. Однако Томас Дик может в чем-то оказаться прав. В последнее время ученые все чаще сообщают о признаках обитаемости планет. Давайте посмотрим на такие миры, совершив к ним космическое путешествие. Только предупреждаем, в этот раз придется быть особенно осторожными. Иначе можно ненароком уничтожить с десяток другой инопланетян. Когда люди поняли, что в глубине космоса кто-то может быть? Вполне возможно, с доисторических времен. Однако массовое увлечение инопланетной жизнью началось после того, как в 17 веке Галилео Галилей в телескоп рассмотрел небеса поближе. Он заметил там массу невероятных вещей. Луну, например, покрывали странные темные пятна. Что это могло быть? Астрономы посчитали пятна морями, которые наверняка кишат водными обитателями. Теперь мы знаем, что они ошибались. На самом деле лунные моря представляют собой огромные плато из темного базальта, образованные в результате древних извержений вулканов. Позже теории об инопланетной жизни выдвигали другие ученые. Самая оригинальная идея принадлежит знаменитому философу Иммануилу Канту. Он предположил, что разумные существа обитают на каждой планете Солнечной системы. При этом ум и интеллект выше у тех рас, которые дальше от звезды. Типа того, что Солнце сильным излучением иссушает мозги обитателей ближних миров. Получалось, что жители Меркурия почти идиоты, зато сатурнианцы практически гении. Невероятная идея. Но вряд ли ее можно считать научной. А как с версией Уильяма Гершеля, который был профессиональным астрономом? В 1870-х годах он заявил, что измерил рост марсиан. Используя самый мощный телескоп того времени, астроном определил размер Марса, продолжительность его времен года и суток. Гершель пришел к правильному выводу, что красная планета меньше нашей, потому ее гравитация слабее. Он предположил, что при низкой силе тяжести марсиане окажутся намного выше людей. Правда, самих жителей планеты ученый, как мы знаем, не нашел. В научном сообществе прошлых эпох выдвигалось еще много не менее ошеломительных версий. Но после исследования Луны и Марса никаких признаков внеземных существ там не оказалось. Самые продвинутые современные телескопы и космические аппараты не обнаружили признаков жизни и в других регионах Солнечной системы. В связи с этим интерес к внеземной жизни как-то поутих. Но в последние годы появились новые, более мощные телескопы, такие как ТЭСС, Кеплер, Хаббл и Джеймс Уэбб. Они невероятно расширили возможности поиска обитаемых миров. С их помощью астрономы уже открыли более 5500 экзопланет, в том числе ряд землеподобных, которые вращаются в обитаемых зонах своих звезд. Неудивительно, что у людей вновь вспыхнуло увлечение темой инопланетян. Астрономы тоже усердно ищут в космосе признаки жизни. Конечно, никому не удалось рассмотреть на далеких экзопланетах львов, тигров, носорогов или других подобных земным животных. Не найдено и следов развитых цивилизаций. Тем не менее, большим достижением можно считать уже то, что в последнее время мы можем познакомиться с мирами, похожими на Землю. Раньше ученым попадались преимущественно газовые гиганты. Так недавно стало известно, что на расстоянии 137 световых лет от нас находится суперземля ТОИ-715b.
Ее радиус в 1,55 раза больше, чем у Земли, и у нее твердая поверхность. Экзопланета находится очень близко к своей звезде и совершает полный оборот по орбите всего за 19 дней. Если бы Земля находилась на таком расстоянии от Солнца, то представляла бы собой обугленный безжизненный шар. А той 715b хоть бы что. По определению астрономов, она даже попадает в обитаемую зону своей звезды, маленького тусклого красного карлика. Относительно прохладное светило не сжигает безумным жаром своего ближнего сателлита. Однако красные карлики отличаются взрывным характером, и при его очередной вспышке, вероятно, закончилось бы для обитателей экзопланеты катастрофически. Хотя не для всех. Какие-то микроорганизмы теоретически способны спастись от смертельного потока излучения звезды под поверхностью Тои 715b. Мы можем найти на Земле подобных экстремалов. Микробы живут в горячих гидротермальных источниках, где температура воды выше точки кипения. Самое удивительное в том, что вареные малютки остаются вполне бодры и активны, а колония бактерий Deinococcus radiodurans в течение года находилась в открытом космосе и побила все рекорды выживаемости. Микроорганизмы не только не погибли, но и создали новые механизмы для восстановления повреждений в своих клетках. Не исключено, что в космосе обитают еще больше экстремалы. Ученые уже находят признаки их присутствия вне Земли, хотя пока речь идет об очень слабых намеках. Чтобы выяснить все точнее, нужны более глубокие исследования. Специалисты со всего мира сейчас активно разрабатывают методы, которые помогут нам раскрыть эту тайну. Недавно представлена подробная стратегия поиска внеземной жизни, которая включает 4 основных положения. Первое из них вполне предсказуемо. Речь идет как раз о поиске перспективных для поддержания жизни экзопланет. Ученые сосредоточат свое внимание на тех, что находятся в обитаемой области своих звезд или зоне Златовласки. На этих небесных телах условия должны быть в самый раз для живых существ, по крайней мере, в нашем понятии. Какими должны быть подобные миры? Как показали исследования ученых Австрийской академии наук, больше всего подойдут планеты размером примерно с Землю. Мощная атмосфера очень крупного и массивного объекта создаст огромное давление и, как катком, раздавит любые формы жизни. Если же планета, наоборот, слишком мала, у нее не хватит гравитации, чтобы удержать свою атмосферу. Тогда ее поверхность будут заливать потоки смертельного излучения. Радиация стерилизует объект, не оставив там ничего живого. Многие астрофизики считают, что планете также нужна правильная атмосфера, тектоника плит, вулканическая активность. Причем подобные условия должны сохраняться не менее нескольких миллиардов лет, чтобы на планете успела возникнуть сложная жизнь. Словом, необходимых параметров очень много, и, казалось бы, трудно найти в космосе подходящие миры. Однако команда астрономов из США считает, что гостеприимные для жизни планеты более распространены, чем предполагалось ранее. Треть из них может быть расположена внутри зоны Златовласки. По оценкам астрономов, в Млечном Пути 100 миллиардов звезд и примерно столько же планет. Следовательно, потенциально обитаемыми способны оказаться более 30 миллиардов миров. Прежде всего, на них должна быть вода в жидком виде. Это важно по нескольким причинам. Вода растворяет большинство молекул, но не все. Также она играет важную роль в метаболизме живых существ. В воде не разлагается широкий спектр сложных органических веществ, и она сама под действием внешних факторов в течение миллиардов лет не теряет своих свойств. Следовательно, в обитаемой зоне должна быть температура, при которой вода не замерзнет или не испарится. Для этого планете нужно место на подходящем расстоянии от звезды. На каком именно? Все зависит от типа светила. У желтых карликов, как наше Солнце, эта зона находится примерно в границах 0,7, 1,55 астрономической единицы от них. В системах раскаленных голубых звезд такая область будет отодвинута от светила в несколько раз дальше.
Зато экзопланеты могут приблизиться буквально вплотную к относительно прохладным и тусклым красным карликам. Это общий принцип. Если же рассмотреть его подробнее, то придется учесть еще множество нюансов. Например, форму орбиты планеты. Как она меняет зону Златовласки. Чтобы это выяснить, исследователи из разных стран сосредоточили внимание более чем на 150 планетах, вращающихся вокруг красных карликов. Исследователи использовали данные телескопов Кеплер и Гайя для изучения орбит небесных тел. Авторы исследований еще раз подтвердили, что круговые орбиты более благоприятны для сохранения воды в жидком виде. Кроме того, тонко сбалансированные несколько растянутые орбиты позволяют экзопланетам вращаться вокруг своей оси. Тогда эти миры излишне не раскаляются и не замерзают. Следовательно, на них может быть жидкая вода. Некоторые экзопланеты, возможно, полностью залиты океаном воды. Так, недавно космический телескоп Джеймс Уэбб нарисовал захватывающую картину одной из них. Мы полюбуемся этим зрелищем, отправившись к экзопланете К2-18b в созвездии Льва. Она расположена примерно в 120 световых годах от нас в обитаемой зоне своей звезды. Новые данные космического телескопа Джеймс Уэбб говорят о том, что К2-18b, скорее всего, покрыта океаном. В 2021 году астрономы из Кембриджского университета определили такие водные миры как потенциально обитаемые. Конечно, в далеких регионах космоса невероятно сложно что-то выяснить наверняка. Возьмем хотя бы ту же температуру. Это одна из ключевых характеристик экзопланет, и ученые уже неплохо умеют ее определять. Но все равно при ее расчете возможна масса неточностей. Нужны подробные сведения об атмосфере небесного тела, отражательной способности его облаков, наличии или отсутствии парникового эффекта. Современные технологии не дают возможность все это точно вычислить в далеком космосе. Из-за неточностей во время космического путешествия вместо комфортного мира нетрудно попасть в раскаленный или ледяной ад. Насколько катастрофической может оказаться ошибка? Мы можем убедиться в этом на примере Земли. Представим, что некие инопланетяне пытаются вычислить точную температуру на нашей планете. Они постарались учесть все параметры, даже отражательную способность земных облаков. То есть исключили солнечный свет, который уходит обратно в космос, не нагревая поверхность. И только эффект парниковых газов далекая цивилизация проигнорировала. Казалось бы, ничего ужасного в этом нет. На самом деле инопланетяне получили совершенно неправильный результат. У них вышло, что Земля – замороженный мир, непригодный для жизни. Даже расчет средней температуры поверхности Венеры на основании только отражательной способности ее облачного покрова может показать температуру поверхности минус 10 градусов Цельсия, и это на раскаленной как духовка планете. Но может эффективнее просто искать на небесных телах признаки жизни. Если они там есть, то об условиях беспокоиться не стоит. Значит, обитателям далеких миров подходит их общий дом. А мы можем найти их следы с помощью биосигнатур. Так исследователи называют молекулы, которые указывают на жизнедеятельность каких-либо организмов. В стратегию поиска внеземной жизни включено определение биомаркеров в атмосфере экзопланет. И две команды астрономов с помощью космического телескопа Хаббл уже сделали ценную находку. Они проанализировали атмосферу той же экзопланеты К2-18b. Кроме огромного количества водорода и гелия, ученые выделили там много водяного пара. Вода в том мире, вероятно, конденсируется в облака, которые могут вызывать дождь. Кроме того, Уэбб в атмосфере экзопланеты нашел диметилсульфид. Для многих из нас это просто сложное слово, обозначающее какое-то соединение. На самом деле диметилсульфид на Земле выделяют только живые существа, в основном морской фитопланктон. Но присутствие этого соединения на К2-18b еще требует окончательного подтверждения. Тем временем астрофизики ищут признаки жизни в атмосферах других планет.
В основном они надеются засечь газообразные азот и кислород, углекислый газ, метан, аммиак, водяной пар. Например, наличие кислорода в атмосфере может быть признаком активной биологической деятельности. Только вот тщательные поиски большого количества маркеров на далеких небесных телах очень сложная и трудоемкая задача. Но недавно исследователи предложили теорию, которая может все упростить. По мнению ученых, вероятность жизни всегда будет выше на планетах с меньшим количеством углекислого газа, чем у соседок по звездной системе. Если речь идет об объекте земного типа, такая разница в составе атмосферы может свидетельствовать о наличии на его поверхности жидкой воды. А это, как мы знаем, повышает шансы на развитие жизни. Исследователи отмечают, что их метод значительно эффективнее и технически проще, чем те, к которым прибегали ранее. Первые результаты работы это подтвердили. Астрофизики сравнили Землю с ее соседями по Солнечной системе. Оказалось, что наша планета содержит значительно меньше углекислого газа в атмосфере в сравнении со всеми другими. По мнению ученых, за это мы в первую очередь должны благодарить океаны нашей планеты. Еще один перспективный маркер наличия на планете жизни – фосфин. Он может быть побочным продуктом каких-либо существ. Фосфин, к примеру, нашли в облаках Венеры. И, может, там обитают неизвестные микроорганизмы. Трудно поверить в версию о том, что некто способен выжить в условиях этой адской раскаленной планеты. Однако данные японского космического корабля Акацуки показывают, что на Венере не все так плохо. Ее облака неоднородны и меняются со временем. В газообразном мареве над планетой есть области, где температура и давление аналогичны земным. Жизнь может найти безопасную гавань в той среде. Хотя вряд ли облачные обитатели будут похожи на земных. Для любого существа на нашей планете условия в клубящейся оболочке Венеры оказались бы смертельными. В облаках Венеры мало воды и много серной кислоты. Вместе с тем, нельзя исключить, что как раз этот химический состав окажется раем для каких-то существ. Жизнь вообще может принять совершенно невероятные формы, и это осложняет ее поиски. Планетолог Майкл Саммерс и физик Джеймс Трефилл выделяют 3 вида жизни: подобную нашей, не похожую на земную и совершенно не ту, что мы наблюдаем на своей планете. Первая включает в себя земную флору и фауну. Она состоит из соединений углерода с жидкой водой в качестве растворителя. Второй вид жизни подразумевает химию, основанную на других элементах, таких как кремний. Третий – темная лошадка. Иными словами, форма жизни может оказаться настолько за пределами нашего воображения, что мы не сумеем ее идентифицировать. По мнению ученых, до сих пор точно не ясно, насколько разнообразной может быть жизнь во Вселенной. Значит, нужно акцентировать свое внимание на разных, в том числе совершенно аномальных биосигнатурах. Но как можно искать то, что за пределами самых смелых фантазий? Ученые предложили вполне реальный способ. Нужно использовать технологии машинного обучения, запрограммированные на выявление нужных аномалий в спектральном анализе небесных тел. Исследователи считают, что с помощью искусственного интеллекта процесс обработки данных ускорится. Кроме того, даже при отсутствии одной или нескольких известных биосигнатур, умный алгоритм сумеет правильно во всем разобраться. При необходимости машина отнесет нужную планету к потенциально обитаемым. Таким образом, ученые не пропустят следы внеземной экзотической жизни. Но может всплыть очень много сюрпризов, ведь часто теоретические модели не совпадают с данными наблюдений. Чтобы быть к ним готовыми, необходимо спуститься с небес на Землю, то есть исследовать не только атмосферу, но и поверхность далеких объектов. И это еще одна составляющая стратегия поиска внеземной жизни. Для ее реализации астрофизики используют самые современные методы. В первую очередь наблюдение с помощью продвинутых телескопов. Аппаратам приходится проникать сквозь атмосферу экзопланет или пылевые облака вокруг них. Далеко не все можно различить сквозь подобную пелену на поверхности далеких тусклых небесных тел. В
Впрочем, уже есть предложение, как облегчить эту задачу. Какую-то подсказку о поверхности планеты может дать опять же исследование ее атмосферы. Вернемся для примера на К2-18b. Как мы говорили, ее поверхность может быть залита океаном жидкой воды. Это должен быть гигантский водоем, но увидеть его напрямую, на огромном расстоянии, все равно невозможно. Тем не менее, недавно космический телескоп Джеймс Уэбб сумел как-то выяснить. Обсерватория выявила углеродосодержащие молекулы метана и углекислого газа в атмосфере планеты. В НАСА заявили, что эти молекулы в сочетании с нехваткой аммиака подтверждают идею, что поверхность того мира покрыта океаном. Но есть и более оригинальные идеи. Одна из них предполагает, что отличным указателем на обитаемость планеты является ее цвет. Звучит как-то не очень, но давайте разберемся в этом подробнее. Если во время космического путешествия вы увидите, что все вокруг фиолетово, значит, это не означает приступ депрессии. Наоборот, стоит посетить такой мир и познакомиться с ним поближе. Он может оказаться обитаемым. На Земле подавляющее большинство растений имеют зеленый цвет. Они производят кислород, являющийся основой жизненных процессов для остальных организмов на нашей планете. Неудивительно, что обитаемый мир в человеческом представлении зеленый. Однако в новом исследовании ученые предположили, что на самом деле где-то далеко от нас все может быть иначе. Зеленый цвет растениям придает пигмент хлорофилл, который позволяет превращать в химическую энергию электромагнитные волны видимого диапазона. Растительность на других планетах может иметь не зеленый, а пурпурный или фиолетовый цвет. Такие растения есть и на Земле, хоть и в небольшом количестве. Они черпают энергию от инфракрасного излучения, а не фотосинтеза. В этом плане ученых особенно интересуют пурпурные водоросли. Они достаточно распространены в глубинах земного океана, где получают энергию от инфракрасного излучения. А вот с остальных территорий пурпурные водоросли почти полностью вытеснены своими зелеными родственниками. Химические реакции, связанные с поглощением инфракрасного света различными пигментами, не столь энергетически эффективны, как фотосинтез. Потому ученые предполагают, что фиолетовые растения доминировали на Земле до появления хлорофилла, а затем практически исчезли. Зато на планетах, где подавляющая часть звездного излучения приходится именно на инфракрасный диапазон, все могло происходить иначе. Там пурпурные водоросли могли доминировать и дать начало значительно более сложным формам растений. Вполне вероятно, что вся суша таких миров покрыта фиолетовыми лесами или лугами. Чтобы лучше понять, насколько это реально, ученые собрали образцы более 20 различных видов пурпурных водорослей из самых разнообразных земных сред. Пробы взяты на мелководье океана, из болот и глубинных термальных источников. Оказалось, что за преобразование инфракрасного излучения отвечает не один, а целый ряд пигментов желтой, оранжевой, коричневой и красной окраски. Вместе они дают пурпурный или фиолетовый цвет. В будущем это расширит параметры поиска обитаемых миров. Тем временем ученым все чаще попадаются биомаркеры на поверхности планет Солнечной системы. Выявить их помогают продвинутые технологии дистанционного зондирования и отправка на объекты роботов-исследователей. Космические аппараты спускаются на планеты и проводят геологические, а также иные изыскания. В основном это касается Марса. Марсоходы успели не раз порадовать научный мир невероятными находками. Сначала в атмосфере Красной планеты был обнаружен метан. Затем марсоход Curiosity сумел выделить органические соединения в скалах внутри кратера Гейл. В структурах некоторых из них есть сера, которая помогает органике не разрушиться со временем. Все это, конечно, не говорит о том, что Марс полон микроорганизмов, но жизнь точно не может существовать без подобных молекул. Хороший пример тому ДНК и белки. Так что ученые продолжают тщательно изучать всю органику, ведь она может подтвердить наличие жизни на Марсе, пусть даже в прошлом.
тому же, по одной из версий астрономов, эти молекулы — только части еще больших и сложных структур. Следующим космическим миссиям, возможно, удастся больше углубиться в грунт, чтобы их найти. Марсоход Perseverance, последователь Curiosity, пока эти таинственные структуры не нашел. Но аппарат сделал другие, порой шокирующие открытия. Одним из самых важных его достижений ученые считают органические соединения, найденные в недрах каменной скалы под названием Гарде. Марсоход использовал свою дрель, чтобы проникнуть внутрь камня и проанализировать его образцы, а затем определил их состав с помощью аппарата для сканирования на камере Шерлок. Что означает находка Perseverance? Неужели наконец-то обнаружены следы жизни на другой планете? Это было бы, наверное, самым крутым открытием века. Однако ученые не спешат с однозначными выводами. По их мнению, органику нельзя на все 100% считать доказательством наличия биологических процессов на планете. Углеродные молекулы могли быть сформированы в результате геологической активности Марса, а не белковых форм жизни. Какая из версий окажется более верной, покажут будущие исследования. Молекулы отправят на Землю для более тщательного анализа. С этой целью исследователи готовят специальную миссию на Марс. Perseverance уже создал для передачи на Землю 45 пробирок с образцами горных пород и атмосферы. Марсоход также продолжает осматривать каждый участок кратера Эзеро и фиксировать все события на фото или видео. Кто знает, какие удивительные снимки он нам еще пришлет. И марсоходы не единственные аппараты, которые исследуют далекие небесные тела. Некоторые космические зонды помогли ученым сделать просто фантастические открытия. Чтобы узнать об одном из таких ярких и неожиданных достижений, мы отправимся на карликовую планету Церера. Она является самым большим объектом подобного типа в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Цереру исследовал космический аппарат Dawn. Он показал, что карликовая планета просто засыпана водяным льдом, а еще на ней обнаружены сложные органические молекулы. Ученые долгое время не могли понять, как образовались эти вещества, необходимые для появления жизни. Синтезированы ли органические молекулы в недрах самой Цереры, или же туда их доставили богатые углеродом астероиды? Молекулы были обнаружены возле кратера шириной примерно 50 километров, который остался после удара какого-то крупного космического камня. Так что чаша весов склонилась в пользу теории астероидного происхождения органики. Однако в последнее время ученые начали сомневаться в этой версии. Новые наблюдения астрономов из университета Джона Хопкинса показали, что органические вещества на Церере являются более распространенными, чем считалось ранее. Все они проявляют себя полностью устойчивыми к условиям на карликовой планете. Это говорит в пользу того, что органика местного происхождения. Церера – самая маленькая из карликовых планет Солнечной системы, диаметром всего 950 километров. Но она, как выяснилось, теоретически может поддерживать какие-либо формы жизни. А что если посмотреть на более мелкие небесные тела – спутники планет? При поиске обитаемых космических объектов астрономы долгое время не обращали на них никакого внимания. Но сейчас все изменилось. Некоторые спутники даже попали в топ среди кандидатов на обитаемость. И в рамках новой стратегии поиска жизни в космосе ученые выделили Луны в особую категорию. Правда, у далеких экзопланет сателлиты пока не обнаружены, хотя уже есть несколько кандидатов. Возможно, спутником обзавелся газовый гигант ВАСП-12b из созвездия Возничего в 870 световых годах от Земли, а горячую экзопланету Кеплер-1625b предположительно сопровождает почти двойник Ио, который является спутником Юпитера. Но пока еще рано говорить об обитаемости этих далеких маленьких небесных тел, ведь о них практически ничего не известно. Тем не менее, такие объекты представляются ученым все более перспективными. Астрономы Рочестерского университета в последнем исследовании выяснили, что скалистая планета с большой Луной может иметь хороший потенциал для жизни. Спутник, как наша Луна, способен контролировать важные аспекты жизни планеты, в
включая продолжительность дня, океанские приливы и стабильный климат. Именно такие пары объектов ученые будут искать в космосе. Между тем, луны планет Солнечной системы намного ближе к исследователям, и их уже выявлено более 200. Некоторые из спутников продемонстрировали просто уникальные свойства. Куда нам стоит отправиться в полет, чтобы с ними познакомиться? Начнем, пожалуй, с Энцелада. Этот ледяной спутник Сатурна размером со штат Аризона или с Польшу – чудесное место. Об отдыхе там мечтал бы любой житель Земли. Из многочисленных трещин на его поверхности бьют огромные теплые водяные гейзеры. Их струи указывают на то, что под поверхностью Луны может находиться океан. По предположениям ученых, вполне возможно, этот огромный водоем обитаем. В системе Сатурна работал космический аппарат Кассини. Он много раз погружался в струи гейзеров и с помощью размещенного на борту спектрографа смог определить их химический состав. Ученые постоянно анализируют данные спектрографа, находя там признаки присутствия все новых и новых химических веществ. Сначала им попался хлорид натрия, более известный как поваренная соль. Затем астрофизики из Университета Вашингтона обнаружили фосфор и другие молекулы, необходимые для органической жизни. Постепенно на этой Луне нашли все химические элементы, необходимые для формирования живых клеток. Ученые, к тому же, считают Энцелад чрезвычайно похожим на совсем юную Землю. Луна, как и наша планета в те далекие времена, содержит глубоко под поверхностью огромное количество горячих вулканических источников. Эти раскаленные гейзеры могут давать достаточно энергии для поддержания жизни даже внутри спутника, куда никогда не попадают солнечные лучи. По мнению ученых, найти странных обитателей океанского дна Энцелада возможно уже на современном уровне развития технологий. Нужно только еще раз внимательно исследовать выбросы гейзеров с помощью спектрометров. Подобными исследованиями сейчас занимается команда ученых из Американского университета Вашингтона. Они разработали метод, который позволит наблюдать отдельные бактерии, если гейзеры будут выбрасывать их с поверхности Энцелада. Исследователи доказали, что масс-спектрометрия может находить даже меньшие объекты, такие как отдельные молекулы аминокислот и других компонентов, входящих в состав белков. Если подобный анализатор разместить на космическом аппарате, он сможет точно определить, есть жизнь в подземном океане спутника или нет. И ученые решили не терять времени. Миссию к этому небесному телу объявили одной из самых приоритетных для себя НАСА и Европейское космическое агентство. Впрочем, возможно, раньше мы найдем жизнь на Европе, спутнике Юпитера. На октябрь 2024 года запланирован старт миссии Европа-Клиппер. Предполагается, что аппарат 44 раза облетит Луну. Ученые ожидают, что он подтвердит существование океана на этом спутнике, измерит толщину ледяной оболочки Европы, а главное, зонд поможет окончательно определить биологический потенциал спутника, разреженная атмосфера которого состоит из кислорода. Космический аппарат соберет образцы материала из трещин на поверхности Европы, сквозь которые из ее глубин просачивается вода, и иногда выходит водяной пар. Возможно, в пробах найдут органику или другие биомаркеры. Исследователей также заинтересовала окраска небесного тела, которая может быть маркером его обитаемости. Какой мы увидим Европу во время космического путешествия? Она выполнена природой в красных тонах. Специалисты НАСА предположили, что красный оттенок Европе могут придавать микробы. Хотя поверхность Луны в основном состоит изо льда, данные показывают, что она странным образом отражает инфракрасное излучение. А инфракрасные спектры некоторых земных бактерий-экстремалов имеют красный и коричневый цвет. Хотя бактериям может быть трудно выжить в скудной атмосфере и при ужасной температуре поверхности Европы в минус 170 градусов Цельсия, у жизни там неплохие шансы. Она может развиваться в более теплых, жидких недрах Луны, а геологическая активность спутника способна периодически извергать их и замораживать на поверхности, придавая ей красный цвет.
Ученые называют Европу и Энцелад наиболее многообещающими кандидатами в обитаемые миры. Обе эти луны разогревают гравитационное взаимодействие с их планетами-хозяйками – Юпитером и Сатурном, а также соседними спутниками. Все модели лун показывают, что их океаны зажаты между тонким ледяным слоем сверху и скалистым слоем снизу. Это открывает возможность взаимодействия воды и камня. В результате в океан способны попасть биологически перспективные химические вещества. Жизнь в таких мирах может быть представлена мириадами бактерий, трубчатых червей, моллюсков и других созданий. Они процветают вокруг жерл гидротермальных источников на дне океана Земли. Такие существа питаются не солнечным светом, а веществами, которые выбрасывает через вентиляционные отверстия источник. Словом, у этих лун много заявок на обитаемость. Тем не менее, большинство ученых пока что не относят Энцелад и Европу к самым подходящим местам для поддержания жизни. Долгое время лучшим кандидатом считался Марс. И вдруг некий выскочка решил потеснить лидера. Вперед рвется один из 146 спутников Сатурна – Титан. Но Марс сдаваться не намерен. Чтобы немного развлечься во время нашего космического путешествия, давайте устроим условный баттл между этими соперниками. Они будут бороться за звание самого перспективного для поддержания жизни небесного тела в Солнечной системе. Не теряйте время, занимайте место в первых рядах. На скамейке запасных ждет своего часа горячая пара игроков – Венера и Меркурий. О первой из планет мы уже говорили. Облака Венеры могут быть обитаемы, только вероятность этого пока мало подтверждена. Меркурий так и рвется вступить в бой. Но есть ли хоть какие-то шансы у этой планеты? Она расположена у самого Солнца. На ее горячем полушарии, всегда расположенном лицом к звезде, любую жизнь сразу же испепелит безумный жар, а на холодной стороне подвергнет глубокой заморозке. Хотя некоторые ученые полагают, что у соседа Солнца не все так плохо. На полюсах Меркурия климат стабильный и могут быть ледяные шапки. Настоящая Эльдорадо для живых существ с постоянной температурой, запасами воды. Да и солнечной энергии в небе хоть отбавляй. Даже если зонтик – магнитное поле, который защитит от смертельного излучения. Правда, этот щит нельзя назвать надежным. Магнитное поле Меркурия равно всего примерно 1% земного. Кроме того, зонд Messenger заметил, что некоторые части планеты похожи на швейцарский сыр. Дырочки в нем – уникальные подземные лавовые трубы. Колонии микроорганизмов внутри этих труб окажутся защищены от солнечного излучения и экстремальных температур. Впрочем, версия того, что лавовые трубы кем-то заселены, не подкреплены никакими фактами. Так что Меркурий с Венерой пока отдыхают. А мы сосредоточим внимание на поле боя. Там уже разминаются противники, выдвигая одинаковые козыри. И на Марсе, и на Титане достаточно залежей водяного льда. К тому же на поверхности обоих небесных тел обнаружены органические соединения. Пока игроки остаются на равных. А затем Марс наносит первый удар. Простой, но эффективный. Красная планета более теплая, а значит перспективная для живых существ. Правда, по нашим меркам и там царит жуткий холод, в котором невозможно выжить. По расчетам ученых, на спутнике она опускается до немыслимых показателей в минус 180 градусов Цельсия. Поверхность Марса обычно в 3 раза теплее, что позволяет ему все же вырваться вперед. Однако Титан хорошо подготовленный противник и не думает отступать. Ученые выяснили, что на Луне, вероятно, есть участки, покрытые туманом. Это явление способно значительно смягчить холода. Некоторые снимки зонда Гюйгенс, который приземлился на берегу одного из этих водоемов, показали там метановую дымку, чем не туманный Альбион для обитателей Титана. Тем временем Луна добивает противника своей плотной атмосферой, которая на 90% состоит из азота и углеродов. Она выступит надежным щитом от метеоритов и излучения. Атмосферное давление на Титане тоже подходящее. Его показатели достигают примерно 1,5 атмосфер, что вполне комфортно для человека. На Марсе же давление составляет лишь 0,6% земного, а сама атмосфера очень тонкая и дырявая.
Подобный зонтик толком не прикроет от радиации и метеоритов. Планетолог НАСА Аманда Хендрикс вообще считает Титан идеальным местом для внеземной жизни. А что же Марс? Согласитесь, он тоже достойно выступил в этом баттле. Возможно, кто-то из вас, дорогие путешественники, отдаст предпочтение именно ему, ну а реальное положение дел покажут только будущие исследования. Мы еще очень мало знаем о космических глубинах, так что не исключены любые сюрпризы, и астрономы советуют об этом не забывать. Стратегии поиска жизни можно использовать в совершенно экзотических, но перспективных местах. Не хотите в гости к ужасным космическим монстрам? Это опасные гравитационные аномалии, но нам придется подобраться к ним поближе. Опытные космические путешественники, конечно, уже догадались, что речь идет о черных дырах. Недавно ученые из Чешского университета Палацкого предположили, что монстры способны поддерживать жизнь. Конечно, речь не идет о поселениях каких-то существ рядом с дырой. Своей безумной гравитацией она разорвет на куски и проглотит любую материю. Но кто бы мог подумать, что зловещие дыры время от времени могут выступать аналогом Солнца. По крайней мере, для определенной группы планет, на которых присутствует жизнь. Согласно закону термодинамики, для этого нужна разница температур, что обеспечивает постоянное поступление полезной энергии. Для Земли такой тепловой контраст создает Солнце, которое гораздо горячее окружающей среды. Но для других планет разницу температур может создать некий странный перевертыш. Как известно, некоторые черные дыры очень холодные, а окружающее пространство согревает тепло, оставшееся после большого взрыва. Это и есть та самая необходимая разница. То есть черные дыры могут выступать в роли холодных солнц. Чешские ученые также предположили, что спустя миллиарды лет, когда выгорят все звезды Вселенной, жизнь может перебраться поближе к черным дырам. Не исключены и другие не менее экстремальные варианты, например, развитие жизни в космической плазме. На первый взгляд это кажется выдумкой. Недавние исследования подтвердили, что неорганическая пыль в плазме частично ведет себя как живая. При определенных условиях она образует сложные соединения. Эти структуры могут взаимодействовать друг с другом способами, которые обычно ассоциируются с органикой. До сих пор физики предполагали, что в космической плазме твердые частицы просто создают образование типа нитей, а новые компьютерные модели показали нечто совершенно невероятное. Подобные нити обладают высокой способностью к самоорганизации, скручиваясь в подобие штопора или спирали. Но это еще не самое удивительное. Такие образования взаимодействуют и изменяются по типу ДНК и белков. Странные штопоры и спирали научились, например, делиться или раздваиваться, создавая две копии исходной структуры. Подобные копии взаимодействуют между собой, вызывая взаимные изменения, и даже могут эволюционировать. При этом в плазме остаются самые приспособленные копии, а менее стабильные разрушаются. Так что, возможно, сейчас в каком-то космическом облаке плазмы живой штопор спокойно проходит свой этап эволюции и совсем не рассматривает вариант того, что жизнь должна походить на земную. Так же, как и наномикробы, которые мирно живут прямо на нейтронной звезде. Американские астрофизики считают, что во многом они больше похожи на планеты, чем на обычные светила. Например, поверхность нейтронных звезд упругая и подвижная. Микросущества для жизни в тех условиях, скорее всего, примут форму плотно упакованных ядер, которые связаны вместе в ядерные молекулы. Жизнь звездных существ должна быть очень коротка. Ядерные реакции происходят гораздо быстрее, чем химические. Если они существуют, то живут буквально минуты. Мы обнаружим их только когда сможем под микроскопом рассмотреть поверхность нейтронных звезд. Конечно, безумно интересно будет с ними познакомиться, но все же мы мечтаем увидеть других инопланетян, зеленых человечков с большими головами, разумных кальмаров или ящеров. Фантазировать можно сколько угодно, только, как известно, фактов о реальном облике инопланетян пока нет.
Но ученые не теряют надежду найти в космосе наших братьев по разуму. Для этого прежде всего исследователи хотят выяснить так называемые техногенные маркеры. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра считают, что подсказку могут дать древние звездные скопления. Авторы исследования утверждают, что в Млечном Пути скрывается примерно 150 компаний ископаемых светил, которые существуют примерно по 10 миллиардов лет. То есть они, по сути, почти ровесники галактики. В этих сообществах вполне могут находиться очень старые планеты с благоприятными условиями для поддержания жизни. Ученые уверены, что на планетах древних звездных скоплений давно появилась жизнь и эволюционировала до разумных форм. У цивилизаций там было достаточно времени, чтобы создать суперпродвинутые технологии. Они могут путешествовать между звездными скоплениями и общаться с обитателями соседних планет. Специалисты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики намерены обсудить свои выводы с учеными Института Сети и составить перечень наиболее перспективных звездных скоплений для обнаружения там следов внеземного разума. В свою очередь, эксперт НАСА Эллен Стофан предлагает обратить внимание на слишком яркое излучение какой-нибудь системы, которая не соответствует температуре своей звезды. Не исключено, что эту область пространства дополнительно освещает некая развитая цивилизация. Но потемнение звезды или ее странное подмигивание тоже способны многое подсказать. Ученые из университета штата Луизиана говорят о присутствии разумной жизни на звезде KIC 846-2852. Она примечательна сменой интенсивности своего излучения, которое со строгой периодичностью колеблется на 22%. Исследователи объясняют это тем, что звезда окружена сферой Дайсона, которую создала живущая в ее окрестностях инопланетная цивилизация. Сфера Дайсона – это концепция инженерного проекта, который гипотетически реализуют чрезвычайно развитые сообщества. Они возводят специальные мегаструктуры вокруг светила, чтобы использовать для своих нужд всю его энергию. Чтобы найти сферы Дайсона, а точнее их техносигнатуры, открыт специальный проект под названием Гефест. В нем участвуют исследователи из Швеции, Индии, Великобритании и США. И недавно они сделали потрясающий вывод. Возможно, техносигнатуры сфер Дайсона уже обнаружены. Но эти подсказки не удалось расшифровать, и они затерялись среди огромного объема астрономических данных. Астрономы решили порыться в своих закромах и действительно вытащили немало кандидатов на сферу Дайсона из архивов аппаратов Gaia DR3, TUMAS и WISE. Обработка подобных данных требует сложных методов по объединению и анализу информации. В частности, следует выявить избыточное инфракрасное излучение, которое может свидетельствовать о работе сфер Дайсона. Важно отличать его от сигнатур природных объектов, которые также могут выделять инфракрасные лучи. После сложной фильтрации миллионов объектов команда идентифицировала 7 потенциальных сфер Дайсона. Эти кандидатуры нуждаются в дальнейшем анализе, чтобы окончательно определить их природу. Исследование планируется провести с помощью оптической спектроскопии. В то же время ученые признают, что сигнатуры могут иметь другие объяснения, такие как следы от облаков дисков или самих протопланетных дисков молодых звезд. Будущие исследования покажут, удалось астрономам выявить реальные техносигнатуры, либо нет. В целом же специалисты американского космического агентства НАСА обещают обнаружить инопланетян в течение 20 лет, причем как в Солнечной системе, так и за ее пределами. Речь, конечно, идет только о прогнозе, но, согласитесь, такое предсказание никого не может оставить равнодушным. Знакомство с инопланетянами. Это было бы величайшим открытием, которое мы давно ждем. Ученые надеются, что их стратегия поиска инопланетной жизни раскроет и другие тайны Вселенной, а также поможет найти верный ответ на вопрос о происхождении жизни на Земле. Исследования будут осуществляться с помощью современных технологий и оборудования. Астрономы возлагают большие надежды на чрезвычайно большой телескоп Европейской Южной обсерватории в чилийской пустыне Атакама. Эта обсерватория должна вступить в строй предположительно в 2027 году. С
С помощью гигантского 39-метрового зеркала обсерватории астрономы получат возможность более пристально изучить экзопланеты и возможности существования жизни на некоторых из них. Что они найдут в небе? Человекоподобных существ или просто микробов? В любом случае, мы, космические путешественники, проложим туда маршрут. Посмотрите в ночное небо. В нем ярко сияют звезды, затмевая светом все свои планеты. Но ученые научились находить их в темных необъятных просторах космоса. На сегодняшний день обнаружено около 5000 экзопланет, и каких только чудесных миров среди них нет. Некоторые по размеру больше своих звезд, есть почти невесомые и рыхлые, как сахарная вата, похожие на мяч для регби или сияющие прозрачным зодиакальным светом. Однако, согласитесь, нам более интересны те из них, что похожи на Землю. Кому не хочется увидеть далекий мир, подобный нашему, и, возможно, населенный удивительными существами. Чтобы отыскать такие планеты, ученым нужны соответствующие маркеры. Понятно, например, что газовые гиганты вряд ли подходят, ведь у них нет твердой поверхности. Другое дело скалистые планеты, хотя и среди них годятся далеко не все. Потенциально обитаемый мир должен вращаться в подходящем месте своей звездной системы. Эти участки космоса ученые выделили в отдельную группу и дали ей красивое название – зона Златовласки. Помните сказочную девочку с золотыми волосами? Попав в логово 3 медведей, она попыталась выбрать из тарелок с кашей ту, которая в самый раз, не горячая и не холодная. Стивен Хокинг говорил, что для развития жизни планетарные температуры тоже должны быть в самый раз. Подобные места, по мнению астрофизиков, являются самыми комфортными в звездных системах. Как ученые определяют их границы? Где космические путешественники могут рассчитывать на удобный VIP-отдых без излишнего экстрима? Один из самых важных параметров зоны Златовласки – подходящая температура. Отправившись на какую-то экзопланету, мы легко определили бы ее безо всяких сложных приборов. Просто взяли бы флягу и поискали воду для питья. В жидком состоянии она выполняет роль необходимого для всех биохимических реакций растворителя. Судя по земным условиям, вода остается жидкостью в диапазоне температур от 0 до 100 градусов. Если она на планете есть, то этот мир в самый раз для развития жизни. Чтобы поддерживать необходимую для жидкой воды температуру, планета должна вращаться на правильном расстоянии от звезды. За внешние границы зоны Златовласки небесное тело не получит достаточно излучения от светила и замерзнет. Ближе к звезде от безумного жара вода на нем испарится в космос. Это простой и понятный критерий. Однако на самом деле определить его в далеких звездных системах невероятно сложно. Мы пока не можем добраться до чужих миров и собственноручно поискать водоемы на их поверхности. Самые мощные космические телескопы тоже не видят этого на огромных расстояниях до экзопланет. Но современная наука уже научилась рассчитывать вероятность наличия или отсутствия жидкой воды на далеких небесных телах. Зону Златовласки исследователи определяют в разных границах в зависимости от типа звезд. Обитаемая зона находится на большем расстоянии от крупных и горячих светил, а к меньшим и более холодным звездам гораздо ближе. Это общий принцип. Если же рассмотреть его подробнее, то не все так однозначно и придется учесть множество нюансов. Какие зоны Златовласки у звезд различных типов? Красные карлики. Начнем с маленьких прохладных красных карликов, поскольку их больше всего в Млечном Пути. Масса таких звезд в среднем составляет всего треть солнечной, а температура поверхности красного карлика достигает 3500 кельвинов, что сравнимо со спиралью лампы накаливания. И вопреки своему названию, красные карлики аналогично лампам испускают свет не красного, а скорее темно-желтого оттенка. В целом звезды этого типа дают очень мало света, иногда в 10 тысяч раз меньше Солнца. Важно и то, что из-за низкой скорости сгорания водорода красные карлики – настоящие долгожители. Они могут светить в небе от десятков до сотен миллиардов лет. Если на их планете возникает простейшая жизнь, у нее будет намного больше времени для эволюции, чем в системах недолговечных звезд. Но красные карлики тоже очень разные. Среди них много агрессивных и непредсказуемых светил, которые время от времени посылают в космос мощные потоки плазмы. Когда после сильной вспышки излучение достигает планеты, то полностью ее стерилизует. Развитие любой формы жизни в таких мирах исключено.
И потому звезды со вспыльчивым, непредсказуемым характером практически не имеют зоны Златовласки. Один из таких красных карликов — наша ближайшая соседка Проксима Центавра. Космические путешественники, прилетев на ее планету Проксима Б в 4 годах от Земли, очень бы удивились. Она почти близнец нашего. По крайней мере, астрофизики считают, что вероятность этого очень велика. Масса Проксима Б всего в 1,3 раза больше земной. К тому же она предположительно каменистая, как и наш мир. В этом случае ее радиус составляет 1,1 земного, если допустить, что плотность экзопланеты идентична нашей. Только места жительства в своих системах планеты выбрали разные. Проксима Б подобралась почти вплотную к звезде, намного ближе, чем Меркурий к Солнцу. Но как такая планета может походить на Землю? Это наверняка обугленный от звездного жара мир, который вот-вот превратится в огромную кучу пепла. На самом деле Проксима Б, похоже, отлично чувствует себя буквально в обнимку со звездой. И каждые 11 дней празднует Новый год, совершив полный оборот вокруг светила. Секрет в том, что поток излучения Проксима Центавра не превышает 65-70% солнечного. Благодаря этому Проксима Б, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. Модели астрофизиков показали, что на ней, скорее всего, подходящая для жидкой воды температура, поверхность покрывают реки и моря. К тому же экзопланета может иметь стабильный климат, что очень важно для развития жизни. Но последние оценки ученых несколько подпортили имидж Проксима Б. Будущие космические путешественники увидят в ней скорее не райскую планету, а жестокий и бесплодный мир. Во всем виноват бурный и непредсказуемый характер ее близкой звезды. На светиле регулярно происходят вспышки, которые заливают экзопланету мощными потоками ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Проксима Б получает в 60 раз больше высокоэнергетичного излучения и в 400 раз больше рентгеновских лучей, чем Земля. И вряд ли на ней может существовать что-то живое. Только очень мощное магнитное поле, сильнее, чем у Земли, могло бы спасти Проксима Б от выбросов радиации звезды. Но пока признаков подобного щита у планеты не обнаружено. Однако не все красные карлики имеют такой взрывной характер, как Проксима Центавра. Среди них есть очень спокойные, солидные звезды. Планеты чувствуют себя в их системах почти как в санатории. Одним из таких миров, вероятно, является Рос-128b, который расположен тоже по соседству с нами, в 11 световых годах от Земли. Экзопланету обнаружили в 2020 году, и с тех пор ее красный карлик ни разу не атаковал Рос-128b своим излучением. Астрономы считают, что спокойная звезда позволяет этой землеподобной планете поддерживать умеренный климат. Так специалисты называют не совокупность погодных условий, как на Земле, а температуру, благоприятную для потенциальной жизни. Рос-128b получает лишь в 1,38 раз больше энергии, чем наша планета, хотя находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде. Если ее атмосфера такая же плотная, как у Венеры, то температура на поверхности составляет минус 4 градуса Цельсия, а если как у Земли, то минус 60 градусов Цельсия. При более разреженной атмосфере, что является наиболее вероятным вариантом, на планете царит приятное тепло со средним показателем плюс 20 градусов Цельсия. Но таких тихих красных карликов пока найдено немного, и потому зоны Златовласки у подобных звезд в основном очень ограничены или вообще отсутствуют. Более широкими очеркивают в системах горячих звезд G-типа, таких как Солнце. Они относительно спокойны и не кошмарят свои планеты смертельными выбросами излучения. Но минус подобных светил в том, что они живут меньше, чем красные карлики и некоторые другие типы звезд. То есть промежуток времени, когда вокруг желтых карликов может развиться жизнь, более ограничен. Хотя здесь есть исключения. Горячие звезды К-типа могут светить в небе десятки миллиардов лет. К ним относятся достаточно распространенные во Вселенной оранжевые карлики. Эти звезды, к тому же, очень стабильны и, по мнению астрофизиков, могут создавать самые многообещающие зоны Златовласки. Оранжевые карлики имеют массу от 0,6 до 0,9 массы Солнца и температуру поверхности от 3900 до 5300 кельвинов. Примером могут служить известные Альфа Центавра Б и Эпсилон Инди. Однако потенциально обитаемых планет в их системах пока не обнаружено. На противоположном конце звездного спектра находятся самые маленькие и тусклые светила.
В созвездии Насоса астрономы НАСА недавно обнаружили пару, которая претендует на звание наиболее темных звезд во Вселенной. Исследование этих объектов с помощью орбитального телескопа НАСА Спитцер показало, что их температура достигает всего 291-361 градусов Цельсия. Масса каждой звезды из пары составляет от 30 до 40 масс Юпитера, или 3,04 солнечной, а общая мощность излучения в миллион раз слабее, чем у Солнца. В видимом же диапазоне эти звезды вообще в миллиард раз тусклее нашего светила, ведь основная часть их лучей приходится на инфракрасный спектр. Зато слабые тусклые звезды практически бессмертны. Предположительно, подобные светила живут триллионы лет. Благодаря этому жизнь получает мощный бонус для развития в их системах. Однако излучение в инфракрасном диапазоне не подходит для эволюции каких-либо существ. К тому же светимость этих звезд очень сильно колеблется, немного больше, чем у желтых и красных карликов. Планета попадет в зону Златовласки только если займет место очень близко к слабой звезде. Но тогда гравитация светила не даст ей вращаться вокруг своей оси. Она будет всегда повернута к звездам одним боком, как Луна к Земле. Планета не будет знать смены дня и ночи. Ее атмосфера замерзнет на поверхности холодного, вечно темного полушария. Трудно представить, что в такой звездной системе может возникнуть жизнь. Хотя, если планету покрывает достаточно массивная атмосфера, ветры будут перераспределять тепло из одного полушария в другое. Тогда у атмосферы появится шанс не замерзнуть и на холодной стороне. Впрочем, даже с густой атмосферой вероятность возникновения подходящих условий на планете в системе тусклых карликов останется очень низкой. По расчетам ученых, в обитаемой зоне ее звезды не хватит атмосферных газов, необходимых для жизни. Но какого бы типа ни была звезда, еще очень важен ее галактический адрес. Она прописана прямо в центре. Там оживлено и весело. Столкновения звезд, взрывы сверхновых и гамма-всплески нередко устраивают в небе яркие красочные шоу. Такой регион вполне подходит для звездных тусовок молодых светил, а вот для безопасной и стабильной жизни эти теснота и хаос вряд ли годятся. Другое дело какой-нибудь уютный уголок подальше от шумного и опасного центра галактики, такой, как нашло наше Солнце в спиральном рукаве Млечного Пути. Это место спасает Землю от масштабных энергетических катастроф, смертельно опасных даже на больших расстояниях. Есть гипотеза, что около 450 миллионов лет назад возле нашей галактики или внутри нее произошел очень мощный гамма-всплеск. В результате на Земле наступил ледниковый период, завершившийся масштабным ордовикским вымиранием. В целом же галактическую зону Златовласки ученые определяют как кольцо в плоскости галактического диска. В Млечном Пути обитаемая область расположена на расстоянии в 7-9 парсеков от центра галактики. Астрофизики утверждают, что обитаемая область галактики постепенно расширяется. Сейчас ее в основном наполняют звезды возрастом от 4 до 8 миллиардов лет. 75% этих светил-долгожителей гораздо старше Солнца. Но остаются еще внешние области Млечного Пути. Входят ли они в число обитаемых? Астрономы пока сомневаются, что окраины галактики можно отнести к зоне Златовласки. Там просто недостаточно строительного материала для различных форм жизни. Это видно по опыту нашей Земли. Она в основном состоит из химических элементов, которые появились при формировании новых звезд. Но внешние области галактики не содержат для этого достаточно молодых светил. Там вряд ли достаточно химических элементов для образования похожих на Землю планет. Хотя существует гипотеза, что Солнце и некоторые другие звезды родились в густонаселенном центре галактики, а затем мигрировали в более спокойные регионы. Если это подтвердится, обитаемые зоны стоит искать и в звездных системах на окраинах галактик. Расширят ли исследователи рамки галактических зон Златовласки, покажет только время. Но и при нынешней концепции ученые находят все больше обитаемых регионов в звездных системах. Означает ли это, что скоро мы сможем заказывать комфортные пятизвездочные туры в эти миры? Спешить, вероятно, не стоит. Мы можем отправиться на планету в зоне Златовласки, но не найти там жидкую воду. В этом легко убедиться на примере Солнечной системы. Земля не единственная планета в обитаемой области нашего светила. В нее также впадают Венера и Марс.
Если говорить о Венере, то ее нередко называют сестрой Земли. Обе планеты примерно одинакового размера находятся сравнительно недалеко друг от друга в зоне Златовласки, и на Венере когда-то тоже была вода. Тем не менее, сейчас наша соседка покрыта очень густой атмосферой, которая создает мощный парниковый эффект. Он разогрел Венеру до температуры более 460 градусов Цельсия, из-за чего вся жидкая вода с ее поверхности испарилась. Марс. На другом конце солнечной зоны Златовласки находится Марс. Его тоже когда-то заливали реки, озера, океаны. Роботизированные космические миссии нашли на планете минералы, которые могли образоваться только в воде. Однако Красная планета давно стала бесплодной пустыней с разреженной атмосферой из углекислого газа. Отсутствие значительной атмосферы и глобального магнитного поля означает, что марсианская поверхность постоянно облучается Солнцем. Это привело к тому, что вода на Марсе превратилась в газ и исчезла в космическом пространстве, а ее небольшой остаток сохранился лишь в ледяных шапках планеты. Но они быстро испаряются в течение марсианского лета. Правда, в последнее время появились свидетельства существования на Марсе подземных озер соленой воды. Так, в 2018 году с помощью радара космического корабля «Марс-Экспресс» ученые обнаружили признаки под поверхностью планеты огромного водоема. Но подобный рассол, скорее всего, не лучшая среда для развития каких-либо форм жизни. Во всяком случае, марсоходы пока не нашли серьезных подсказок к тому, что может быть иначе. Похожая ситуация сложилась и на Луне, которая также находится в зоне Златовласки. Луна практически не имеет атмосферы. У нее есть лишь намек на пыльную экзосферу над поверхностью, а небольшое количество воды, которое сохраняет спутник Земли, превратилось в лед и прячется на дне глубоких кратеров. И мы уже точно знаем, что Луна – неподходящее место для развития каких-либо форм жизни. Зато некоторые миры за пределами зоны Златовласки вполне могут для этого подойти. Так, модели астрофизиков показали, что массивные планеты с богатой водородом атмосферой способны достаточно прогреваться, чтобы сохранять воду в жидком виде, причем практически на любом расстоянии от своих звезд. В пример они приводят спутник Сатурна Энцелад и спутник Юпитера Европу. Оба небесных тела расположены слишком далеко от Солнца, чтобы сохранять жидкую воду на поверхности. Но луны могут прятать под своими ледяными панцирями целые океаны. Внутри Европы такой водоем, вероятно, есть. Необъятен и содержит в 2 раза больше воды, чем океаны Земли. Это очень удивительно, с учетом того, что Европа значительно меньше нашей планеты. Будущая миссия НАСА Европа Клиппер призвана точнее определить, есть ли столь гигантский океан внутри Европы и способен ли он поддерживать жизнь. Подобное, возможно, когда-то обнаружат и на самых мрачных, одиноких планетах во Вселенной – космических изгоях. Они совсем не ассоциируются у нас с зоной Златовласки, но давайте присмотримся к ним более внимательно. По некоторым оценкам, в Млечном Пути миллиарды изгоев. Такие планеты трудно увидеть, ведь их не освещает свет звезд. И все же о скитальцах уже известно немало. Астрофизики выяснили, что изгоями чаще становятся планеты из молодых звездных систем. Это опасные места, где протопланеты сражаются за доступную массу. Во время борьбы они нередко сталкиваются друг с другом, при этом большая планета способна вытолкнуть в космос маленькую. Но даже взрослые миры может выбросить с орбиты пролетающая мимо звезда или черная дыра. Изгнанную с привычного места планету ждет ужасная судьба. Когда она оказывается вне звездной системы, ее поверхность постепенно остывает до температуры открытого космоса – минус 270 градусов Цельсия. Если у нее есть океаны, то вода в них превращается в твердый, как камень, лед. Такая планета не знает ни времена года, ни дня, ни ночи, которые указывают течение времени. Кажется, в ней нет ничего, кроме льда, жуткого холода и пустоты. У изгоев нет даже собственных звезд. И все же существует гипотеза, что такие планеты создают обитаемую область внутри себя. Профессор технологического института Флориды Манасви Лингама считает, что на планетах-изгоях может бурлить жизнь. Как такое возможно? Давайте рассмотрим на примере некой каменистой страницы, похожей на Землю. Из ее ядра миллиарды лет может исходить тепло. Подогрева хватит, чтобы лед растаял изнутри, образовав водоемы.
Примеры мы найдем на Земле. Подо льдами Антарктиды на глубине около 1,6 километров обнаружили незамерзающие озера и реки. Там обитают микробы, моллюски, странные рыбы. Подобные существа, возможно, есть подо льдами странствующих планет и даже на их поверхности. Правда, условием для этого является плотная водородная атмосфера. Если планета ее сохранит, то атмосфера поможет удержать на поверхности тепло от ядра. Большой спутник, который бывает у таких планет, тоже поддаст жару, растягивая и сжимая компаньонку своей гравитацией. Возможно, вскоре НАСА удастся подтвердить или опровергнуть эту невероятную гипотезу с помощью перехватчиков внесолнечных объектов. Так называют компактные зонды с радиоизотопной электрической силовой установкой. Если какая-нибудь планета-изгой или другое небесное тело окажутся в нашей звездной системе, перехватчики подлетят к нему и возьмут пробы, а затем в течение 10 лет передадут образцы на Землю с помощью сверхмощных 20-киловаттных радиоизотопных батарей. Но и жидкая вода не гарантирует, что скалистая планета в системе стабильной звезды пригодна для жизни. Она должна быть еще и подходящего размера. Новое исследование ученых Австрийской академии наук показало, что небесное тело размером с Землю будет в самый раз. Если экзопланета окажется значительно больше нашей, ее мощная атмосфера создаст огромное давление и, как катком, раздавит любые формы жизни. Если же планета, наоборот, слишком мала, у нее не хватит гравитации, чтобы удержать свою атмосферу. Команда ученых из Университета Джорджии в США тоже пришла к похожим выводам. Ученые считают, что для определения зоны Златовласки наряду с жидкой водой не менее важно нужное количество излучения, поступающего от звезды на поверхность планеты. Оно необходимо для процессов фотосинтеза, который имеет решающее значение для поддержания жизни. В ходе исследований команда обнаружила, что фотосинтез может быть менее вероятным на планетах больше Земли. Это связано с тем, что их более плотная атмосфера блокирует большую часть полезного света, прежде чем он сможет достичь поверхности. Так что, скорее всего, из числа потенциально обитаемых придется исключить суперземли и мини-Нептуны. Ранее считалось, что их толстые атмосферы могут создавать уютную, благоприятную среду даже на больших расстояниях от звезды хозяина. Астрофизики подчеркивают, что обитаемой планете потребуется также правильная тектоника плит, газовая планета типа Юпитера для защиты от потоков метеоритов и многие другие факторы. Причем подходящие условия должны сохраняться не менее нескольких миллиардов лет, чтобы на планете успела возникнуть сложная жизнь. Вычислить все необходимые параметры в далеких регионах космоса невероятно сложно. Возьмем хотя бы ту же температуру. Это одна из ключевых и лучше других изученная характеристика экзопланет. На самом деле при ее расчете возможна масса неточностей, ведь нужны подробные сведения об атмосфере небесного тела, отражательные способности его облаков, наличие или отсутствие парникового эффекта. Современные технологии не дают возможность все это точно вычислить в далеком космосе. Из-за неточностей в расчетах будущие космические путешественники вместо пятизвездочной планеты могут попасть в раскаленный или ледяной ад. Насколько катастрофической может оказаться ошибка, мы можем это увидеть на примере Земли. Учтем при расчетах температуры отражательную способность ее облаков, то есть исключим солнечный свет, который отражается обратно в космос, не нагревая поверхность. Проигнорировав при этом эффект парниковых газов, получим совершенно неправильный результат. Окажется, что Земля — замороженный мир, непригодный для жизни. А расчет средней температуры поверхности Венеры на основании только отражательной способности ее облачного покрова может показать температуру поверхности минус 10 градусов, и это на планете, раскаленной как духовка. Учитывая все это, ряд ученых призывает смягчить сегодняшнее определение зоны Златовласки. Иначе высок риск пропустить какой-нибудь суперкомфортный для жизни мир вне принятой на сегодня обитаемой области звездной системы. В будущем, когда технологии и методологии улучшатся, мы сможем достоверно узнать характеристики планет. Тогда для каждой звездной системы легче будет обрисовать более точную зону Златовласки. А пока астрономы фиксируют все больше планет в принятых границах. Простор для поиска необъятен. По оценкам ученых, лишь в нашей галактике может быть более 100 миллиардов экзопланет.
Астрономы открывают их с 1980 года, но все находки долгое время в какой-то мере разочаровывали исследователей. Ни одна экзопланета не отвечала параметрам обитаемой. Что шло не так? Экзопланеты искали не прямыми методами детектирования, а не визуального наблюдения. Попадались в основном газовые гиганты, которые легче вычислить из-за их размера. Они более походят на Юпитер, чем на Землю. Гиганты вряд ли пригодны для жизни из-за низкой концентрации воды в атмосфере, отсутствия твердой поверхности. Но в последние десятилетия астрономы сделали ошеломляющий прорыв с помощью новых технологий. Одним из самых эффективных стал транзитный метод. Его суть состоит в фиксировании падения яркости звезды, когда экзопланета проходит между ней и телескопом. Транзит позволил находить небольшие планеты земного размера, возможно, пригодные для жизни. Среди них есть удивительные миры, которые трудно представить в зоне Златовласки, но ученые включают их в обитаемый регион своей звезды. Давайте тоже оценим шансы на это нескольких самых необычных планет, совершив к ним виртуальный полет. Сначала отправимся к экзопланете GJ-357d из созвездия Гидра, которая находится всего в световых годах от Земли. В 2019 году орбитальный телескоп TESS обнаружил у звезды GJ-357d 3 небольшие экзопланеты. Самая удаленная GJ-357d получает от красного карлика столько же энергии, сколько Марс от Солнца. По мнению ученых, она может находиться в зоне Златовласки. Исследователи выяснили, что GJ-357d вращается очень близко, примерно в 30 тысячах километров от своей звезды, и совершает полный оборот по орбите за 56 суток. Это в 5 раз ближе, чем от Земли до Солнца. Но тогда экзопланета должна быть горячее Меркурия. Он в 2 раза дальше от своего светила, чем GJ-357d. И все равно температура на его поверхности днем достигает более 420 градусов. При такой жаре плавятся металлы, и, конечно, не может существовать жизнь. Однако с GJ-357d все наоборот. Она вращается вокруг красного карлика, который по массе в 3 раза меньше Солнца и на 40% холоднее. По расчетам астрономов, из-за этого температура на планете должна составлять около минус 20 градусов. Но в этом случае она представляет собой ледяной шарик или настоящий снежок, непригодный для жизни. Однако ученые оставляют экзопланету в числе потенциально обитаемых, ведь по некоторым признакам у нее плотная атмосфера. В таком случае GJ-357d сохранит достаточно тепла, чтобы вода на ее поверхности была в жидком виде. Астрономы продолжают исследование экзопланеты и недавно выяснили, что она, вероятно, сплошь покрыта океаном. Исследователи еще подсчитывают, каким может быть размер этого водного мира. Тем временем мы полетим на Кеплер-186f из созвездия Лебедя на расстоянии 492 световых года от Земли. Экзопланета тоже еще не до конца изучена, но она уже успела поразить астрономов. В 2014 году это небесное тело засекли с помощью телескопа Кеплер, специально предназначенного для поиска обитаемых миров. Кеплер-186f вместе с 4 соседями вращается вокруг красного карлика Кеплер-186. Экзопланета очень похожа на Землю. Оба небесных тела практически совпадают по размеру. Радиус Кеплер-186f всего на 13% больше земного. Как и Земля, экзопланета расположена в зоне Златовласки, и на ней, скорее всего, подходящая для живых организмов температура. Кеплер-186f вращается дальше от красного карлика, чем 3 ее компаньонок. Но планетная система очень мала, поэтому от звезды экзопланету отделяет всего лишь 197 миллионов километров. Но холодная звезда не превращает Кеплер-186f в раскаленный ад. Вполне вероятно, что в том мире температура сопоставима с земной и должна быть жидкая вода. Кроме того, экзопланета достаточно освещена для поддержания жизни. Светимость красного карлика составляет лишь 4% солнечной. Он доносит до близкой к нему экзопланеты 32% того количества лучей, которые Земля получает от Солнца. То есть на ней света немного меньше, чем на Марсе. Представьте полдень на Кеплер-186f. На экзопланете будет такая же видимость, как у нас перед закатом. А недавно исследователи Georgia Institute of Technology в 2020 году
Нашли еще одно важное сходство Кеплер-186f с Землей. Они выяснили, что наклон оси экзопланеты меняется очень слабо и медленно, как у нас. Колебание составляет лишь от 22,1 до 24,5 градусов, достигая граничных отметок раз в 10 тысяч лет. Стабильный наклон оси обеспечивает регулярную смену времен года, равномерное распределение тепла и света. Такого не бывает при резких колебаниях оси, как на том же Марсе от 0 до 60 градусов. Это может быть ключевой причиной распада марсианской атмосферы, испарения с его поверхности воды. А Кеплер-186f, благодаря стабильной оси наклона, способна подобного сценария избежать и, несомненно, таким образом получает больше шансов попасть в разряд пятизвездочных миров для космических путешествий. Но чтобы добавить в наш тур долю экстрима, отправимся к экзопланете PSR B1257 плюс 12c из созвездия Девы в 2300 световых годах от нас. Ее недаром называют полтергейстом как потустороннюю силу. Он уже давно кошмарит астрономов. Началось с того, что полтергейст нашли там, где его быть не могло. Планета вращалась рядом с пульсаром. Такие космические объекты образуются после коллапса звезд-гигантов, который сопровождает мегасильный взрыв. У планет нет шансов там выжить. Только полтергейст, вопреки всему, остался цел и невредим. Впрочем, мистическая история в реальности оказалась прозаичной. Астрономы выяснили, что зловещая планета на самом деле слеплена из космического мусора. После взрыва сверхновой в пространство выбросило множество кусков от разорванных небесных тел. Из них со временем и сформировался полтергейст. Как гигантский пылесос он втянул невероятное количество небесного хлама, по массе в 4 раза обогнав Землю. Исследования показали, что у планеты должна быть твердая скалистая поверхность. Попав в тот мир, вы, вероятно, не ощутили бы угрозы. Однако полтергейст очень коварен. Магнитное поле его звезды является мощнейшим источником СВЧ-излучения и постоянно топит все вокруг ливнями из ионов. Такие условия исключают развитие каких-либо форм жизни. Но опять же не на полтергейсте. Последние исследования астрофизиков показали невероятные результаты. Несмотря ни на что, ужасная планета может быть обитаемой. Ученые не определили зону Златовласки для пульсаров. И именно полтергейст может стать для этого удобным ориентиром. Есть признаки того, что планета имеет толстую и плотную атмосферу. В этом случае газовая оболочка защищает ее от рентгеновских и гамма-лучей. Конечно, радиация на полтергейсте все равно останется гораздо сильнее земной, и вряд ли он будет пригодным для известных нам высших форм жизни. А вот простейшие организмы – другое дело. На Земле есть бактерия Deinococcus radiodurans, которая выносит радиацию в 500 раз выше, чем человек. Возможно, подобные экстремальные существа выживают на полтергейсте, вопреки его адским преградам. Кажется, после такого необычного кандидата в зону Златовласки ученые уже ничем не смогут нас удивить. Но давайте посмотрим на планетную систему Тропист-1 в 40 световых годах от нас. Она потрясает не своими ужасными условиями, а количеством землеподобных планет. Аж 7 подобных миров вращается вокруг спокойного красного карлика Тропист-1, и как минимум 3 из них, Тропист-1И, Тропист-1F и Тропист-1G, могут иметь жидкую воду на поверхности. Экзопланеты наверняка каменистые и, вероятно, окружены довольно плотной атмосферой. Этот густой покров защищает их от избытка звездного излучения. Значит, во всех 3 мирах может существовать жизнь. Ученые разрабатывают новые компьютерные модели, чтобы более точно определить наличие у планеты системы Тропист-1 атмосферы, и надеются изучить ее состав. Тогда станет понятнее, способны ли столько планет быть потенциально обитаемыми в одной звездной системе. И вот тут возникает очень интересный вопрос. Сколько планет может находиться в зоне Златовласки в границах одной звездной системы? 3, 10, 50? Ученые говорят, что путем наблюдений ответить на это при нынешнем развитии технологий чрезвычайно трудно. Чтобы сделать вывод о присутствии в звездной системе экзопланет, астрономы обычно изучают сигналы радиальной скорости или транзита. Но сигналы от многочисленных небесных тел в одной системе, скорее всего, настолько запутаются,
что будут похожи на случайные космические помехи. Однако американский астрофизик Шон Реймонд решил теоретически рассчитать, сколько соседок поместится в зоне Златовласки какой-либо звездной системы. Известный радиус Хилла ограничивает количество концентрических орбитальных плоскостей вокруг звезды для стабильной системы. Если небесных тел в этих плоскостях будет слишком много, их гравитация разрушит порядок и приведет к хаосу. Расчеты Реймонда показали, что теоретически звезда типа Солнца способна поддерживать 42 планеты в одной орбитальной плоскости. Всего у нашей звезды может быть 6 таких плоскостей, что дает нам 252 планеты. Затем ученый уменьшил массу планет до половины земной и получил ошеломительный результат. Получилось 8 орбитальных плоскостей, в каждую из которых можно запаковать по 52 планеты. В целом астрофизик вывел впечатляющую цифру в 416 планет. Однако Реймонд считает, что на практике последний сценарий практически нереален. Ученый сравнивает это с игрой в кости. Вероятность зоны Златовласки с 400 планетами будет не выше, чем очень редкий расклад, когда 10 раз подряд выпадает шестерка на 2 костях. Хотя шанс все же остается. Космические кости могут выпасть как угодно, и астрономы найдут вокруг звезды зону Златовласки, перенаселенную планетами. Но, по словам астрофизика, это наверняка будет не природное, а искусственное сооружение сверхразвитой цивилизации. Правда, Шон Реймонд подчеркивает, что о продвинутых инопланетянах это скорее шутка, пока нет научных доказательств их существования. В то же время некоторые ученые всерьез считают, что нельзя сбрасывать со счетов экзотические формы жизни. Мы знаем только об углеродных существах на нашей планете, потому, конечно, ищем в космосе зоны, которые подходят обитателям Земли. А если избавиться от углеродного шовинизма, почему жизнь должна обязательно состоять из такого материала, как и мы с вами? Вдруг обитатели далеких миров окажутся, например, из кремния? Для подобных существ обитаемая область звездной системы будет совсем иной. Кремний расположен в периодической системе химических элементов прямо под углеродом. Два соседа во многом схожи. Как и углерод, кремний может одновременно образовывать 4 связи с атомами и строить сотни различных молекул. Интересно, что на Земле его гораздо больше, чем углерода. И все же жизнь на нашей планете недаром выбрала углерод. Кремний является довольно инертным элементом при температуре поверхности Земли. Он не может образовывать сложные и прочные связи, необходимые для органики. Так что если вторая силиконовая долина и существует, то в каком-то очень жарком мире. Там, может быть, ведут странную жизнь некие живые камни или кристаллы. Вместо воды им подойдет аммиак либо метан, в которых растворяется кремний. Правда, при большой температуре они испарятся. Другое дело ужасная для нас серная кислота. В 2022 году исследователи Массачусетского технологического института выяснили, что серная кислота способствует созданию множества разных кремний-органических соединений. При этом она остается жидкой при температуре более 300 градусов. Известно, что серная кислота в виде аэрозольных капель в изобилии содержится в облаках Венеры, чем некомфортное место для каких-либо микробов из кремния. Если же мы представим жизнь на основе какого-то другого элемента, картина изменится. Возьмем хотя бы бор. Простейший боран при комнатной температуре представляет собой газ. Если использовать его как строительный материал для живых организмов, планета, вероятно, должна быть очень холодной. Хотя на бор особо ставить все же не стоит. Его очень мало в космосе. В принципе, не надо особо рассчитывать и на все другие неуглеродные формы жизни. По крайней мере, пока не появились серьезные аргументы в пользу противоположной точки зрения. Таким образом, ученые продолжают искать в космосе подходящие условия для форм жизни, сходных с земными. И уже определенная ими зона Златовласки пока является лучшим методом для их исследований. Астрофизики намерены серьезно прочесать космос в поисках подходящих областей для обитаемых миров. Это очень сложно, ведь только в Млечном Пути около 200 миллиардов звезд, которые могут скрывать примерно 40 миллиардов планет с массой Земли.
Чтобы их найти, ученые предлагают невероятные проекты. Чего только стоит амбициозная концептуальная миссия обсерватории обитаемых экзопланет НАСА, которая сможет напрямую фотографировать экзопланеты и точно выяснять все, что на них происходит. Не менее впечатляет начало разработки НАСА миссии Starshade. Аппарат будет похож на огромный зонд. Он заблокирует свет ярких звезд и позволит увидеть их планетные системы. Наблюдение под зонтом сможет эффективно ввести новый космический телескоп Джеймс Уэбб и другие обсерватории. Но самое удивительное, что это, вероятно, будет под силу и каждому из нас. В связке со Starshade, как утверждают авторы разработки, можно использовать любой космический телескоп. Даже устаревший, который можно купить где-нибудь на распродаже. Представляете, каким увлекательным будет собственноручный поиск золотого курорта для будущих космических путешествий. А может, и для нашего второго дома, если человечеству придется переселяться с Земли. Когда мы выбираем маршрут космического путешествия, то, конечно, ищем самые интересные объекты. Экзопланета Кельт 9b – горячая штучка и перегнала по температуре многие звезды. На нее обязательно нужно посмотреть. Белый карлик Янус на расстоянии 1300 световых лет от нас обзавелся двумя лицами – из гелия и водорода. Эта диковинка сулит массу впечатлений. Но насколько верны прогнозы астрономов относительно этих небесных тел? Экзопланете не поставишь градусник, а у белого карлика не возьмешь анализы. Как тогда можно узнать их температуру и химический состав? Не попадем ли мы в просак, приготовившись к жаре Кельт 9b и гелиеводородной среде Януса? Давайте в этом разберемся. Готовим астрономические рулетки, защитные очки от слепящего света самых ярких звезд. Что еще нам понадобится в пути? Узнаем по ходу дела с помощью ученых. Они находят в небе все новые объекты, и это очень нелегкое занятие. Некоторые звезды и галактики, очень далеко от нас, даже по космическим меркам, прямо на краю Вселенной. А экзопланеты вообще маленькие и тусклые, поскольку сами не светят и только отражают излучение светил. Причем звезды порой затмевают их своим светом, мешая наблюдению. Ученые говорят, что далеко не всегда эти объекты удается увидеть в небе напрямую. Они используют различные методы, чтобы выловить в темном необъятном космосе новичков. Как их удается вывести на свет? Рассмотрим это на примере экзопланет, которые наиболее сложно обнаружить. Всего 93% экзопланет открывают с помощью наблюдений за периодическими пульсациями, поскольку метод очень ограничен. Он касается исключительно миров, вращающихся вокруг пульсаров. Эти нейтронные звезды посылают импульсы электромагнитного излучения с регулярной частотой. Позавидуют лучшие швейцарские часы. Если астрономы замечают хоть малейший сбой тайминга, то это нужный им объект. Скорее всего, в системе пульсара есть экзопланета. Это случается очень редко, поскольку нейтронные звезды – остатки после взрывов сверхновых. Во время катастрофы их планеты обычно разрушаются. Но есть и исключения. Пока наиболее перспективным считается система пульсара PSR J2007+3120. В ней удалось найти следы двух экзопланет. Они в несколько раз массивнее Земли и имеют период обращения в 1,9 и 3,6 года. Метод астрометрии дает примерно аналогичные результаты и тоже требует от астрономов засечь колебания звезд, только обычных. Подобным способом открыты примерно 0,3% от их общего числа. Чтобы уловить дрожь от воздействия планет, исследователи постоянно фотографируют участок неба с нужным Солнцем и опорными светилами. Если основная звезда меняет положение относительно других, то можно говорить о наличии у нее планетной системы. Для этого требуется очень точная оптика, потому астрометрия считается достаточно сложной и затратной. Однако ее преимущество в том, что можно довольно легко рассмотреть планеты с большими орбитами. Недавно астрономы наблюдали за ультрахолодным красным карликом TVLM 513 в 35 световых годах от Земли. В итоге им удалось зарегистрировать смещение положения звезды.
Ученые пришли к выводу, что вокруг нее движется экзопланета с периодом вращения около 220 дней. По оценкам исследователей, этот объект массой примерно в треть Юпитера, что позволяет сравнить его с Сатурном. Следующий метод гравитационного микролинзирования намного эффективнее. Он дал возможность открыть около 3,5% всех экзопланет. Чтобы их обнаружить, астрономы как бы превращают звезды в гигантские лупы. Это позволяет увеличить маленькие тусклые экзопланеты. Суть в том, что между звездой с планетами и наблюдателем должно находиться еще одно светило. Тогда гравитация второго Солнца играет роль линзы, фокусируя свет, и дальние экзопланеты становятся видны. Недавно с помощью этого метода обнаружена экзопланета, вращающаяся вокруг красного карлика в созвездии Стрельца. Пока неизвестно немного. Предполагается лишь, что это невероятно холодный, замороженный, как снежок, мир. Прямое наблюдение дает показатель в 3,9%. Несколько больше, чем предыдущие методы, хотя все равно результаты достаточно скромные. Чтобы заметить тусклые экзопланеты, астрономы не просто рассматривают небо в телескоп. Они предварительно блокируют свет звезды, чтобы он не мешал поиску, с помощью специального прибора — коронографа. Так недавно засекли нужный объект во время прямого наблюдения очень далеко на расстоянии 485 световых лет от Земли. Там находится удивительная звездная система HIP-81208, которая похожа на разноцветную новогоднюю гирлянду. Она состоит из голубого гиганта, красного и коричневого карликов. Вся компания очень молодая, возрастом всего в 17 миллионов лет, но красный карлик успел обзавестись собственной планетой. Это настоящий супергигант, массой в 15 раз превышающий Юпитер. А вот измерение радиальных скоростей или метод Доплера приносит астрономам богатый улов. Таким образом, открыли около 19,4% экзопланет. В чем его суть? Когда планета чуть раскачивает звезду своей гравитацией, астрономы наблюдают смещение спектральных линий. После анализа изменений в спектре звезды они могут засечь экзопланету. Одной из последних таким образом обнаружена HD 855-12b в 36 световых годах от Земли. Экзопланета в 3,6 раз массивнее Земли, и у нее предположительно водяное ядро. Этот мир находится в 4 раза ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Однако его оранжевый карлик светит в 8 раз слабее нашего желтого. Потому HD 855-12b попадает в зону обитания звезды. На этом небесном теле может быть вполне комфортная температура в пределах около 25 градусов Цельсия. Но у нас все равно остается 72% всех известных экзопланет, а это тысячи далеких миров. Какой чудесный способ позволил астрономам их обнаружить? Вечная карусель, на которой планета кружит по орбите вокруг своей звезды. Этот метод называется транзитным, и он позволил ученым достичь потрясающего результата. Вот как с его помощью астрономы ведут охоту в небе. Если вокруг светила вращается планета, то астрономы периодически будут замечать нечто подобное солнечному затмению. Яркость звезды пойдет на спад, когда планета перекроет ее свет для наблюдателя. Удивительную экзопланету WD-1856b из созвездия Дракона обнаружили именно так. Она оказалась гигантом, который перерос собственные светила. Да, обычно звезды неизмеримо больше. Солнце, например, в 10 раз превосходит в радиусе Землю. В случае с экзопланетой WD-1856b в 80 световых годах от Земли все наоборот. Она в 7 раз больше своей звезды белого карлика. Представьте, что волейбольный мяч вращается вокруг теннисного. Вот как будет выглядеть эта космическая парочка. Обнаружить экзопланету было очень сложно. Система чрезвычайно тусклая, ведь ее звезда, белый карлик, излучает только за счет внутреннего тепла. Его гигантская планета, к тому же, движется буквально бок о бок со своим миниатюрным светилом,
и облетает вокруг белого карлика всего за 1,5 дня, в 60 раз быстрее, чем Меркурий вокруг Солнца. Однако по-настоящему ученых поражает, что планета выжила при столь близком соседстве со звездой. Около 10 миллиардов лет назад это был горячий желтый карлик, как Солнце. В процессе эволюции за миллиарды лет он потерял значительную часть своего термоядерного топлива. Тогда звезда увеличилась в 1000 раз и превратилась в красного гиганта. По мере роста он должен был поглотить ближние планеты своей системы, но этого не случилось. Что спасло WD-1856b? По мнению ученых, экзопланета сформировалась как минимум в 50 раз дальше от своего нынешнего места и осталась недосягаемой для раздувшейся звезды. Но тогда как WD-1856b позже удалось перебраться так близко к светилу? На этот счет существует несколько гипотез. Наиболее вероятный сценарий связан с существованием вблизи от WD-1856b нескольких газовых гигантов размером с Юпитер. Их гравитационное влияние могло дестабилизировать планетную систему и отбросить WD-1856b к звезде. Более подробные детали об экзопланете узнать тяжело, ведь она расположена в 80 световых годах от Земли, а это миллиарды километров. Но как ученые высчитали это расстояние? Универсальной космической рулетки для замеров, понятно, не существует. Вместо нее астрономы рассчитывают, насколько удалены небесные объекты с помощью прямых наблюдений, теоретических моделей, а сейчас и компьютерного моделирования. Чаще всего применяется метод параллакса, о котором известно еще с древних времен. В 1611 году Галилео Галилей предложил дифференциальный метод параллаксов. Его смысл в следующем. Если все звезды удалены на разные расстояния от Земли, то более близкие будут смещаться сильнее, чем далекие, но расположенные с ними на небе по соседству. Лучше понять этот метод поможет простой эксперимент. Возьмите, например, карандаш и наведите на экран компьютера. Затем поочередно закройте каждый глаз. Эффект будет следующим. Правым глазом вы увидите карандаш на одном месте по отношению к экрану, а левым глазом — на другой. То есть вам будет казаться, что предмет наблюдения на заднем фоне смещается. Подобное движение объектов и называется параллаксом. В 1838 году немецкий математик и астроном Фридрих Вильгельм Бессель впервые измерил расстояние до звезды 61 лебедя. Он использовал для необходимых расчетов гелиометр, старинный прибор измерения небольших углов на небе. Теперь параллаксы определяют, конечно, значительно точнее. В астрономических программах измерения проводятся по разным положениям Земли на ее орбите, как правило, в каждое время года по очереди. Так определяется угол наклона относительно наблюдаемого объекта и его фона. Вычисляя эти углы параллакса, астрономы могут достаточно верно оценить расстояние до звезд в радиусе 100 световых лет. Зонд Гайа Европейского космического агентства в данном случае раздвинул горизонты. Аппарат помог ученым с точностью до миллисекунд измерить параллакс многих объектов, причем очень далеких, которые находятся в нескольких десятках тысяч световых лет от нас. Однако определить расстояние до самых отдаленных звезд по-прежнему безумно сложно. А для магнитаров вообще было исключено. Только недавно ученые смогли сделать в этой области прорыв. С помощью параллакса они определили расстояние до далекого магнитара XTE J1810-197, который оценивается в 8150 световых лет. Сейчас постоянно разрабатываются новые методы определения расстояния до далеких космических объектов. В новом исследовании американские астрофизики предположили, что песни красных гигантов могут дать информацию об их местонахождении. Так они назвали низкие звуки, которые возникают внутри этих светил. Но при чем тут пение звезд и расстояние до них от Солнца? Ответ на вопрос скрывает эволюция светил.
В конце жизненного пути у них заканчивается водород, необходимый для термоядерного синтеза. После этого звезды остывают и раздуваются, превращаясь в красных гигантов. Их яркость меняется из-за невероятно сильных звуковых волн, которые колеблются внутри них. Звуковые вибрации, которые наблюдаются как изменение яркости, позволяют астрономам понять расстояние до них. Чем дальше светило, тем оно колеблется с более низкой частотой. Подобно этому баритон имеет более низкий тембр, чем тенор. Учитывая яркость звезд и их песни, можно более точно измерить расстояние до красных гигантов в отдаленных галактиках. Расстояние вообще тесно связано с яркостью объектов, и ученые с давних пор пытаются точно определить это значение. Еще во II веке до нашей эры древнегреческий астроном Гиппарх разделил все звезды на 6 величин. Самым ярким он присвоил первую величину, самым тусклым — шестую, а остальные распределил в промежутке между ними. Впоследствии Веге, яркой звезде, присвоили нулевую звездную величину. Сириус и другие сильнее сияющие объекты считались отрицательными величинами. На первый взгляд все кажется несложным. В реальности методика, стоящая за этим, может немного вскружить вам голову. Каждое увеличение на одну звездную величину означает... Нет, не увеличение яркости. Наоборот, объект в этом случае будет в 2,52 раза слабее предыдущего. В настоящее время оптические инструменты расширяют нашу досягаемость, позволяя видеть объекты до 10-й звездной величины с помощью бинокля. Космический телескоп Джеймс Уэбб может даже фиксировать галактики со слабой звездной величиной 34. Впрочем, низкий показатель, то есть высокая яркость, тоже не гарантирует объекту великолепную видимость. Световое загрязнение, облака и расположение Земли, Солнца в отношении объекта играют решающую роль. Например, яркие кометы близко к Солнцу тонут в его лучах, поэтому их трудно заметить. Если речь идет о световом загрязнении или помехах, то здесь больше всего прикладывает руку Луна. Из-за ее воздействия иногда трудно увидеть комету или туманность 4-й величины в бинокль или небольшой телескоп, тогда как звезду 4-й величины легко заметить. По этой причине астрономы разделяют звездную величину на видимую и абсолютную. Видимая звездная величина — это то, насколько ярким объект выглядит для нас на Земле. Абсолютная звездная величина измеряет внутренний свет. Для звезд она показывает, насколько яркими они выглядят на фиксированном расстоянии, а для планет измеряется расстоянием Земля-Солнце. Когда мы имеем дело с рассеянными объектами, такими как туманности, звездная величина рассчитывается как сумма всех видимых яркостей. От расстояния и яркости во многом зависит определение возраста космических объектов. Понятно, что из-за расширения Вселенной небесных старожилов относят на ее окраины, но это общее правило. Чтобы точнее определить возраст космических объектов, ученым приходится как следует попотеть. Недавно на краю мироздания ученые с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб обнаружили 2 галактики. Это настоящие космические динозавры, которые появились спустя всего 350 и 450 миллионов лет после Большого взрыва. При этом первая из них, глаз Z13, считается самой старой на сегодняшний день. Возраст этих галактик ученые определили по высоким показателям красного смещения. Чем оно больше, тем длиннее расстояние преодолел свет до достижения Земли. Чтобы идентифицировать древнейшие галактики, исследователи сначала пересмотрели снимки Джеймса Уэбба и выбрали наиболее перспективные объекты на основе их цвета. Какие галактики особенно заинтересовали исследователей? Прежде всего те, которые незаметны в видимом свете, но отображаются в инфракрасном диапазоне. Это означает, что галактика сильно смещена в красную часть спектра, а это делает ее потенциально очень старой. Но в этих галактиках нужно еще узнать возраст их звезд и планет. Здесь применяются совсем другие подходы.
Так яркость и цвет звезд очень долгий астрономический срок в целом остаются неизменными. И все же с течением времени эти характеристики немного меняются. Путем наблюдений и сравнений этих данных с моделями поведения звезд на той или иной стадии эволюции, ученые могут оценить их возраст. Кроме того, у светил по мере их старения замедляется вращение. С помощью метода, известного как гирохронология, астрономы сравнивают, как быстро кружатся звезды разного возраста. Их вращение создает сильное магнитное поле, а его активность вызывает появление звездных вспышек, то есть выбросов энергии света. Снижение такой активности говорит о том, что звезда пожилая. Есть еще один эффективный метод расчета, который называется астросейсмологией. Он основан на изучении вибраций на поверхности звезд, вызванных волнами из их недр. У молодых светил эти колебания отличаются от тех, которые можно наблюдать у старых. С помощью подобных вибраций астрономы смогли вычислить, что нашему Солнцу 4,58 миллиарда лет. Возраст планет и астероидов астрофизики определяют несколько по-иному. В этом случае чаще всего используются радионуклиды, особые атомы, которые медленно выделяют энергию в течение длительного периода времени. Так, например, ученые выяснили возраст самого старого известного метеорита. Старожил бороздит небо уже 4,57 миллиарда лет и был свидетелем рождения Земли. Для сравнения, наиболее старые горные породы на нашей планете образованы 4,4 миллиарда лет назад. Их добыли в недрах Земли и изучили в лабораториях ученых. И это вполне понятно. А как все происходит в случае с далекими космическими объектами? Очевидно, что возраст планеты с помощью радионуклидов можно определить, лишь имея ее частичку для исследований. Но в расположении астрономов находится только изображение небесных тел, полученные благодаря телескопам. И все же они нашли выходы из положения. Возраст каменистых объектов, например, Марса или Луны, исследователи определили с помощью кратеров на их поверхности. Чем старше объекты, тем больше на них уничтожено следов очень древних ударов, комет и астероидов. Однако этот метод не подходит для газовых гигантов, таких как Юпитер. В данном случае возраст планеты оценивается с помощью подсчета кратеров на ее спутниках. Но сколько лет самым далеким мирам, где кратеры не увидеть? Чаще всего это определяют по возрасту их родительских звезд, наличию или отсутствию в системе облака пыли и обломков и других наблюдений. В отличие от трудностей с определением возраста, может показаться, что размер космического объекта узнать легко, особенно ярких звезд. Но это не совсем так. Светила расположены на разном расстоянии от Земли, и не всегда можно точно вычислить по свету, как далеко находится звезда. А от этого зависит ее размер. Если звезда кажется гигантом по сравнению с другими, то астрономам нужно точно убедиться в этом, ведь она просто может находиться ближе к нашей планете. Так светило с самым огромным угловым диаметром, то есть занимающее наиболее значительную часть неба, наше Солнце. Но это не самая большая звезда, просто она наиболее близка к Земле. Угловой диаметр Солнца, то есть его видимый размер, составляет около 1,2 градуса. Если мы знаем угол, который Солнце занимает в небе, и насколько оно далеко, мы можем вычислить его истинный диаметр. Оно составляет 1,39 миллиона километров, примерно в 109 раз больше земного. В отличие от Солнца, все остальные звезды находятся намного дальше. Проблема с оценкой их углового диаметра заключается в том, что границу между самой звездой и ее атмосферой иногда очень трудно определить. К этому нужно добавить тот факт, что звезды пульсируют, а потом их размер меняется. К счастью, существует несколько эффективных методов оценки размеров звезд. Один из них дает очень точные диаметры, но может быть использован только для ограниченного количества звезд. Что это за волшебная космическая рулетка? В ее роли выступает наша Луна. Способ измерения расстояния заключается в наблюдении за ослаблением света звезды, когда перед ней проходит наш спутник.
Астрономы при этом засекают время, необходимое для того, чтобы яркость звезды упала до нуля. Поскольку мы знаем, как быстро Луна движется по своей орбите вокруг Земли, можно вычислить угловой диаметр звезды. Если расстояние до нее также известно, получится определить диаметр светила в километрах. Правда, это работает только для довольно ярких звезд в зоне зодиака. Луна или гораздо реже планета может пройти перед ними, если смотреть с Земли. Впрочем, существуют и другие способы определения размера далеких небесных тел. Зная расстояние, яркость на единицу площади и количество света, попадающего в телескоп, можно вычислить площадь объекта и, следовательно, узнать его размер. Исходя из подобных расчетов, самой большой звездой в локальной Вселенной считается UY-щита. Радиус звезды примерно в 1700 раз больше солнечного, а объем примерно в 5 миллиардов раз превосходит нашу звезду. Этот красный сверхгигант находится в нашей галактике на расстоянии 9,5 тысяч световых лет от нас, и он примерно в 120 тысяч раз ярче Солнца. Если бы эта звезда каким-то образом оказалась в центре Солнечной системы, то поглотила бы Меркурий, Венеру, Землю, Марс и даже Юпитер. Ну и пару слов о планетах. Их радиусы определяют, когда объект проходит перед своей звездой. Тогда астрономы видят тень экзопланеты, а следовательно ее размер относительно светила. Этот потрясающий небесный театр теней, и он помогает ученым вычислить настоящий диаметр планеты. Размер, как говорится, имеет значение, но все же более важным параметром ученые называют массу, хотя бы потому, что размер звезды может меняться, в то же время масса является более постоянной величиной. Вместе с тем, масса тоже зависит от многих факторов. Если вы решите проверить свой вес в разных местах космоса, вас ждут неожиданные сюрпризы, и тогда все станет понятнее. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Астрофизики взвешивают все в широчайшем диапазоне, от электронов до самых крупных космических объектов. Это вроде бы обычный и знакомый нам процесс. Встал на весы — готово. Однако на самом деле все сложнее. Когда мы взвешиваемся, то определяем не свою массу. На табло возникает показатель силы, с которой наше тело притягивает гравитация Земли. На других планетах будут иные результаты, и мы можем использовать это невероятное свойство природы в своем путешествии. Стрелки ваших весов застыли на 100 килограммах, и вы не знаете, как сбросить вес? Все очень просто. Летим на Марс, и там вы будете весить 35 килограммов, как ребенок. Хотите еще меньше, тогда вам на Луну. Там ваше тело потянет менее чем 15 килограммов. Но это уже вообще анорексия. Так что, может, на нашем спутнике взвешиваться не стоит. Еще хуже все будет в условиях полной невесомости. Став на весы, вы можете получить настоящий шок. Табло покажет 0. Впрочем, результат будет аналогичным, если бросить на чашу астероид, планету или целую звезду. Хорошо, но как тогда взвешиваются члены экипажей Международной космической станции? Зная величину силы тяжести и измерив ускорение тела, можно вычислить его массу. Для этого на МКС установлен ускоритель с соответствующими датчиками, и космонавты регулярно пользуются его услугами. Правда, механика этого устройства несколько сложнее, чем весы, зато она обеспечивает приемлемую точность результатов. С космическими объектами все иначе. Мы не можем до них дотянуться и определить массу с помощью специального устройства, подобно астронавтам на МКС. Как же астрофизики выходят из положения? Прежде всего, здесь нужно учесть, что существует два типа массы. Про первую, инерционную, мы только что рассказали. Вторая, гравитационная, определяет, насколько сильно тело будут притягивать к себе другие объекты под действием всемирного тяготения. Ученые очень долго пытались выяснить, всегда ли величина этих двух масс для одного и того же объекта совпадает, или при каких-то обстоятельствах они отличаются. Понятно, что не существует реального рычага, с помощью которого Архимед хотел поднять Землю, но во все времена ученые мечтали это сделать.
Взвесить Землю впервые попытался британский физик Генри Кевендиш в 1797-1798 годах. Он использовал усовершенствованный им крутильный маятник с предварительно измеренным показателем упругости. На его концах были закреплены маленькие металлические шарики. Ученый хотел зарегистрировать изменения при приближении к ним гораздо более тяжелых свинцовых шаров массой по 158 килограммов. Зная силу, с которой малые шары притягиваются к большим, а большие к Земле, ученый смог вычислить ее среднюю плотность. Параметр оказался равным 5,448 грамма на сантиметр в кубе. Это был невероятно точный на то время показатель, который менее чем на процент отличается от современного значения. Результат позволил заключить, что наша планета состоит преимущественно из металлов, а вода и каменистые породы занимают в ее составе сравнительно небольшую долю. Радиус Земли, следовательно, и ее объем во времена Кевендиша были уже достаточно хорошо известны, и дальше не составило трудностей вычислить массу. А зная ускорение свободного падения у земной поверхности, можно было рассчитать значение гравитационной постоянной. Дальнейшее ее уточнение связано с изучением движения Луны и измерением среднего расстояния до нее. Это, в свою очередь, позволило распространить данные методы взвешивания на Солнце и другие планеты Солнечной системы. В конце XIX века уже были с приемлемой точностью известны средние расстояния всех планет от Солнца, благодаря чему удалось определить массу нашей звезды. Она составляет невероятные 2 на 10 в 30 степени килограммов, двойку с 30 нулями. Также более или менее точно взвесили планеты, имеющие спутники. Массу Меркурия и Венеры оценили по гравитационным возмущениям, которые они оказывают на другие объекты Солнечной системы. Показатель уточнили, когда к этим планетам полетели космические аппараты. Есть и другие способы определения массы планеты или ее спутников. Подсказки могут дать их орбиты. Чем больше скорость небесного тела, тем мощнее сила притяжения со стороны его хозяина. Это заставляет планету или Луну двигаться по замкнутой орбите. Рассчитав их скорость и радиус орбиты, можно определить массу центрального тела, звезды для планеты или планеты для ее спутника. А вот оценки массы карликовых планет, комет и астероидов, до сих пор не блещут особой точностью, кроме тех, где побывали космические зонды. В двойных звездных системах, где оба компаньона мало отличаются друг от друга, центр масс расположен в пространстве между ними. Чем ближе планета окажется к этому центру, тем она будет тяжелее. После звезд и планет ученые решили дотянуться до галактик. И, конечно, нам интереснее всего посмотреть это на примере Млечного Пути. Есть несколько подходов к оценке массы галактики. Один из них требует исследования движения в ней звезд. Большинство из них вращается по круговой орбите вокруг галактического центра. Это дает возможность исследовать скорость и расстояние звезды от центра, чтобы определить массу внутри ее орбиты. Однако недавно астрономы выяснили, что масса галактик значительно больше, чем следует из наблюдений за звездами. И основная ее часть приходится на окраины и галактическое гало. Все дело в темной материи, которая составляет большую часть галактической массы. Но какая же в конце концов масса Млечного Пути с учетом всех данных факторов? Считается, что для таких крупных объектов, как галактики, удобнее отображать этот показатель на основе Солнца. Так Млечный Путь тянет примерно на 1 триллион солнечных масс. А вот Вселенную, казалось бы, невозможно бросить, даже на самые современные научные весы. Но это совсем не так. Сам факт ее существования дает возможность установить определенные ограничения на вселенскую массу. Будь она слишком велика, массивные тела уже давно притянулись бы друг к другу. Чтобы определить нижнюю границу, астрономы попытались взвесить все вещество, находящееся в сфере досягаемости современных средств наблюдений. Звезды, галактики, межгалактические газовые облака. Подсчеты постоянно усложнялись с появлением все новых компонентов – экзопланет, темной материи, нейтрино.
Самую детальную информацию удалось получить с помощью американского спутника WMAP и Европейской обсерватории Планк. Они изучили реликтовое микроволновое излучение, оставшееся после Большого взрыва. Небольшие вариации фона, связанные с неоднородностями первичной материи и прохождением света через образовавшиеся позже структуры, включают в себя данные о массе объектов. Проанализировав полученные результаты, астрономы подсчитали среднюю плотность Вселенной. Получился эквивалент массе 6 протонов на кубометр. Затем эту плотность умножили на объем пространства, откуда свет уже успел дойти до Земли за 13,8 миллиарда лет принятого возраста Вселенной. Получилась единица с 53 нулями, и это ошеломительно огромная цифра. Конечно, данные еще будут уточняться, но вряд ли новые показатели окажутся отличными от уже известных более чем на порядок. Но вернемся к звездам и планетам. Масса, скорость, яркость, размер и возраст — это, конечно, уже дает нам хорошее представление о далеких небесных телах. Хотя, согласитесь, все равно портрет объекта остается достаточно размытым. Он железный, силиконовый, либо газовый, раскален до адских температур или заморожен подобно айсбергу. Увидим ли мы в том мире прекрасные полярные сияния или жуткие извержения вулканов? Вот такие черты придали бы небесным телам потрясающие краски. И ученым сегодня многое известно о химическом составе звезд и планет, а также природных явлениях, которыми богаты далекие миры. Но каким образом это удалось узнать? Опять же, без реальных проб с поверхности небесных тел, прямых наблюдений за естественными процессами, которые чаще всего не видят самые мощные телескопы. Есть чудесный метод, который все компенсирует. Это спектральный анализ, и мы о нем уже говорили. Метод Доплера используется при поиске экзопланет на основе смещения световых линий их звезд. И это только один из аспектов применения астрометрической спектроскопии. Еще в 1802 году астрономы заметили темные линии на спектре Солнца, а их обширное исследование и классификацию провели в 1814 году. Тогда уже стало известно, что своим набором световых полос обладает Солнце, Сириус, Венера и искусственные источники излучения. Значит, эти линии зависят исключительно от источника света. На них не влияет земная атмосфера или свойства оптического прибора. Вскоре была установлена связь между линиями в спектре Солнца и излучением различных веществ. Оказалось, что каждый химический элемент имеет собственный уникальный отпечаток, свой набор спектральных линий. Следовательно, по излучению любого объекта можно узнать о его составе. Каждый элемент в периодической таблице будет производить ряд уникальных ярких линий. У водорода они выглядят как у гелия, который не похож на углерод, в свою очередь не сходный с железом. Таким образом, астрономы могут определить химический состав звезд и планет по линиям их спектров. В дальнейшем, благодаря спектральному анализу, были открыты многие химические элементы. Это, например, гелий. Впервые его обнаружили на Солнце, за что он и получил свое название. Если вы захотите увидеть полный спектр света, то на Земле это сделать легко. Стоит только выйти из дома после ливня и полюбоваться на великолепную радугу. Наши глаза в этом случае разлагают на составляющие солнечный свет, проходящий сквозь капли дождя. Или если радуги встречаются в нашей местности редко, можно поступить по-другому. Все, что вам нужно сделать, это использовать щель, чтобы сфокусировать узкий луч света на призме. Излучение разделится на соответствующие радуги. Подобная установка на самом деле является базовым спектрометром. Но это только в оптическом или видимом свете. А электромагнитный спектр охватывает все виды излучения: видимое, инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское, радиоволновое и гамма-лучи. С его помощью ученые изучают характеристики далеких небесных тел во всех этих диапазонах световых волн. Ширина линии света подскажет, насколько быстро движется материал. Из этого ученые могут сделать вывод о силе ветров в тех или иных мирах. Если же линии смещаются вперед и назад,
Это говорит о вращении одной звезды вокруг другой. А когда спектральные линии растут или затухают, значит, в объектах происходят физические изменения. Спектроскопия помогает ученым понять еще очень многое. Она подскажет, как объект вроде черной дыры, нейтронной звезды или квазара производит свет, насколько быстро он движется и из каких элементов состоит. С помощью спектроскопии астрономы приблизились к пониманию природы газовых туманностей, колец Сатурна и многого другого. А излучение между звездами позволяет изучать межзвездную среду и даже заглянуть на край Вселенной, многое узнав о ее форме, возрасте, составе. Сегодня, по словам ученых, без спектрального анализа не проходит практически ни одного астрономического наблюдения. Спектрометры несут на себе марсоходы, зонды, космические телескопы и исследовательские спутники. Они ищут цветовые отпечатки небесных тел в разных диапазонах, особенно инфракрасном и радиоволновом. Вот один из примеров этого процесса. Свет Солнца отражается от Марса, теряет в синей части спектра больше, чем в красной. Отсюда астрономы делают вывод, что на Марсе много оксида железа, придающего ему красноватый цвет ржавчины. В спектре заметны также две полосы поглощения, связанные с углекислотой. Значит, она есть в атмосфере планеты. Одним из самых важных в спектроскопии астрономы считают вычисление температуры небесных тел. Так что спрячьте градусники, если вы взяли их в полет. Ученые определяют эту характеристику на основе излучения объектов, тепловой энергии, выделяемой в виде инфракрасного света. Его отлично распознают телескопы нового поколения, особенно прибор среднего инфракрасного диапазона Джеймса Уэбба. Что касается звезд, то выделить самые горячие кажется нетрудно. Очевидно, они должны быть наиболее яркими и большими. В реальности все сложнее. Конечно, огромные сияющие космические объекты очень горячи, но по-разному. Если в составе звезды присутствуют тяжелые элементы, то энергия ее излучения окажется в разы больше, или наоборот. И тут возможны самые неожиданные повороты. Экзопланета Кельт-9b, например, оказалась намного горячее многих звезд. Температура ее поверхности достигает 5300 градусов Цельсия. Но до самых раскаленных светил ей, конечно, далеко. В ядре звезд температура способна достигать миллионов или даже миллиардов градусов. При ее измерении важное значение также имеет площадь поверхности небесного тела. Звезды не просто производят энергию, но еще отдают ее в космическое пространство. И чем больше площадь светила, тем больше расход энергии. Однако существует еще множество параметров, которые влияют на термические показатели звезды. Наиболее наглядный — цвет небесного тела. И в соответствии с этим астрономы составили упрощенную систему определения температуры светила. В ее основе лежит излучение черного тела. Понять, что это такое, вам поможет маленький эксперимент. Если вы возьмете темный железный прут и будете нагревать его в кузнечной цепи, то он начнет менять цвет. Сначала станет красным, затем раскалится до оранжевого, желтого, белого и, наконец, голубоватого цвета. Этот процесс можно применить и к звездам. Самые горячие голубые гиганты класса О, после них идут светила категории Б, голубовато-белые, А – белые, F – бело-желтые, К – оранжевые, М – красные. Чем дальше категория в этом перечне от начала, тем прохладнее звезда. Самые горячие из них – голубые гиганты, достаточно редкие. На сегодняшний день астрономы обнаружили всего лишь немногим более 500 таких светил. Возможно, это связано с их коротким веком. Желтые карлики, подобные Солнцу, живут десятки миллиардов лет, а красные карлики вообще относятся к небесным долгожителям, возраст которых иногда исчисляется триллионами лет. Зато раскаленные голубые звезды, ярко блеснув на небе всего несколько миллионов лет, обычно взрываются сверхновыми. Но это еще не все. Нужны подробные сведения об атмосфере объекта, отражательные способности его облаков, наличие или отсутствие парникового эффекта. Современные технологии не дают возможность все это точно вычислить в далеком космосе.
Из-за неточностей в расчетах во время космического путешествия вместо комфортной обстановки на какой-то экзопланете мы можем попасть в адский холод или жару. Если, например, не учесть такой параметр, как отражательная способность облаков, средняя температура на Венере окажется минусовой, а проигнорировав эффект парниковых газов, получим Землю-снежок. Избежать ошибок поможет изучение атмосферы планет. Так удалось выяснить, что экзопланета Кельт-9b из созвездия Лебедя, о которой мы уже говорили, безумно раскалена. Причем настолько, что на ней даже разрушается структура химических элементов. Планета всегда повернута одним полушарием к своей чрезвычайно горячей звезде, не в силах преодолеть гравитацию близкого светила и вращаться вокруг своей оси. Молекулы газообразного водорода, вероятно, разрываются на дневной стороне. Они не могут повторно сформироваться, пока их разрозненные атомы не перетекут на ночную сторону планеты. Из-за экстремального излучения звезды атмосфера Кельт-9b раздулась как воздушный шар. Газовый гигант в 2,8 раза массивнее Юпитера, но в 2 раза менее плотный. Планета-печь, конечно, не подходящее место для посещения, однако даже издали она представляет собой невероятное зрелище. Вероятно, мы увидим у этой планеты великолепный хвост из газа. Его образует материя, испарившаяся с поверхности Кельт-9b под воздействием мощного ультрафиолетового излучения ее горячего светила. Тем временем радиотелескопы выясняют важную информацию о магнитном поле объектов. Оно, к примеру, защищает планеты от космической радиации и не позволяет солнечному ветру сдувать атмосферу. Находясь на поверхности Земли, мы знаем о его существовании благодаря компасу. Еще один признак магнитного поля — полярное сияние. Их вызывают потоки солнечного ветра, попадающие в ионосферу. Вот только на колоссальных расстояниях до экзопланет подобные явления не различить. Но это не беда. Дело в том, что помимо излучения в видимом диапазоне, полярное сияние генерирует и низкочастотные радиоволны. Они прекрасно распространяются в космосе. Обнаружить такие волны гораздо проще, чем сами авроры. Полярное сияние на Юпитере впервые зарегистрировали именно благодаря радиоизлучению. Впрочем, во время путешествий мы сможем увидеть нечто более яркое и грандиозное, чем авроры. Астрономы все чаще находят вулканы в разных местах Вселенной, на планетах, звездах и даже кометах. Они порой раскрашивают небесные тела во все цвета радуги во время извержений. Так недавно астрономы наблюдали живописное зрелище — взрыв вулкана на спутнике Юпитера Ио. Увидеть такое шоу напрямую — это редкость, ведь дату извержений современная наука позволяет определить очень приблизительно. Узнать о вулканической активности планеты, звезды или кометы помогают свежие кратеры на ее поверхности. Так, до недавнего времени ученые предполагали, что Меркурий давно лишился своей тектоники. Планета в 3,8 раза меньше Земли, и считалось, что всю свою энергию она истратила еще в своей ранней юности. Однако среди данных американского автоматического зонда Messenger астрономы рассмотрели на Меркурии область относительно недавней вулканической активности. Но самое удивительное все же не в этих ярких находках. Невидимые вещества прокладывают путь к главному космическому открытию. Эти биомаркеры, которые находятся с помощью спектроскопии — кислород, углекислый газ, метан и другие — они могут оказаться продуктами деятельности живых существ. Космические технологии продолжают совершенствоваться, и вскоре астрономы смогут еще лучше изучать далекие небесные тела. Недавно на 3,5-метровый телескоп WION-1 в Аризоне установили спектрограф NEID, самый продвинутый на сегодняшний день. Он способен с беспрецедентной точностью анализировать инфракрасный спектр далеких звезд, эффективно искать небольшие экзопланеты у близких ярких светил и определять их данные, в том числе биомаркеры. Недавно NEID записал на свой счет первую находку.
экзопланету, которая обращается вокруг звезды HD 86728. С помощью анализа света ее системы удалось определить, что в поле зрения астрономов попала суперземля. Она расположена в 5 раз ближе к своему желтому карлику, чем наша планета, и должна представлять собой пылающий от жары мир. В таком аду вряд ли найдутся биомаркеры, и вообще условия для нашей экскурсии, скорее всего, неподходящие. Но это лишь первая проба сил, Нейт. А если учесть, что вскоре планируется ввести в строй целую серию перспективных спектрографов, то они наверняка порадуют нас множеством новых потрясающих маршрутов. Представьте, что во время космического путешествия вы оказались вот в таком удивительном городе. Настоящая обитель богов. Так и назвали фото, которое моментально стал вирусным в интернете. Мы встретим там высшую космическую расу, продвинутую цивилизацию, с которой давно мечтали познакомиться. Нет, пожать руку, лапу или клешню новым друзьям нам не удастся. Снимок оказался просто фотошопом далекой спиральной галактики NGC 3079 в 55 миллионах световых лет от Земли. Его смастерили на основе вот такого фото космического телескопа Хаббл. Но все же согласитесь, это можно воспринимать как символ нашего стремления однажды попасть в чудесный мир развитых инопланетян. Ученые ищут такие места порой самыми неожиданными способами. В их арсенале, например, невероятные погони за небесными драгоценностями или звездами, которые вращаются вокруг черных дыр. Давайте присоединимся к этим гонкам за инопланетными цивилизациями. Да, и держитесь начеку. В таком космическом путешествии всего можно ожидать. С древних времен охоту за инопланетянами спокойным занятием не назовешь. В античности Аристотель рьяно доказывал оппонентам, что кроме нашего никаких других обитаемых миров не существует. Это означало бы нескончаемую войну между ними за элитное место в центре мироздания. Однако ничего подобного на Земле не наблюдается. В раннем христианстве также придерживались подобной точки зрения. Но со временем догмат изменился на то, что Бог может создать сколь угодно миров. В XVII веке идея внеземных цивилизаций окончательно оформилась. Тогда Галилео Галилей соорудил первый телескоп и увидел, что космос состоит из множества миров. Земля была низведена до статуса одной из многих планет, а значит, другие небесные тела, как и она, тоже должны быть заселены разумными существами. Это следовало из представлений о естественном происхождении и эволюции жизни на Земле. Наши предки всеми доступными в то время способами пытались найти подобных существ. Луну одно время считали заселенной селенитами, которые походили на людей. Позже было высказано предположение о существовании марсиан, но ни тех, ни других не обнаружили. По мере исследования Солнечной системы предполагаемое место жительства инопланетян переносили все дальше от Земли, вглубь космоса. По современным представлениям, на планетах Солнечной системы, кроме нашей, скорее всего, нет разумной жизни. Однако внеземные цивилизации могут обитать в мирах у других звезд. В 1961 году астроном Фрэнк Дрейк тоже рассчитал, что только в системах звезд Млечного Пути должно существовать около 10 тысяч развитых цивилизаций. Правда, в последнее время возможность возникновения разумной жизни оценивается скорее как редкость. А число, выведенное Дрейком, многие исследователи сократили до минимума. В 2017 году американские математики заявили, что в Млечном Пути имеется как минимум одна внеземная цивилизация, способная выйти на контакт с нашей. Вот только несмотря на расчеты и прогнозы, продвинутые инопланетяне не спешат знакомиться с человечеством. Возможно, нас считают неинтересными из-за низкого уровня развития или опасаются контактов в целях безопасности. Ученые называют множество возможных причин, почему инопланетяне не выходят с нами на связь. Но мы на этом останавливаться не будем.
принимаем как факт, что нам приходится самостоятельно искать инопланетные цивилизации. Как на огромных расстояниях напасть на их след? Прежде всего, как считают ученые, нужно обратить внимание на биосигнатуры, следы жизнедеятельности каких-либо организмов. В предыдущем путешествии мы выявили все подобные маркеры, известные на сегодняшний день. Хорошим наводчиком является, например, метан, который в большом количестве выделяют коровы и термиты. А углекислый газ участвует в процессе фотосинтеза растениями, цианобактериями и другими. Но это все же не о высоко развитых цивилизациях. Есть ли в атмосферах планет хоть какая-то подсказка именно о них? Ученые из Калифорнийского университета дают положительный ответ. По их мнению, технологически развитые расы, скорее всего, заполнят атмосферы планет парниковыми газами. Их можно засечь с помощью современных телескопов. Чтобы напасть на след, как утверждают авторы исследования, при нынешнем развитии науки, достаточно лишь одного атома. Но по каким признакам искать нужное соединение? Известно, что на Земле фторированные версии метана, этана и пропана лучше всего удерживают тепло. Парниковые газы выделяются во время разных производственных процессов в больших количествах, а в естественных условиях в меньших. Иными словами, их избыток в атмосфере экзопланеты дает намек на деятельность развитой цивилизации. Есть и другой сценарий. Чтобы о нем узнать, мы отправимся на некую планету-трансформер. Как должен выглядеть мир, который инопланетяне решили бы терраформировать? То есть переделать, приспособив для своего комфортного существования. Например, они решат нагреть очень холодную, как Марс, планету, изменив ее климат. В этом случае, как говорят ученые, космический телескоп Джеймс Уэбб сможет обнаружить в атмосфере 5 парниковых газов. Один из них, гексафторид серы, в 23,5 тысячи раз сильнее способствует нагреванию планеты, чем углекислый газ. Даже незначительного количества этого вещества теоретически хватит, чтобы растопить ледяной мир и вернуть его замороженную воду в жидкое состояние. Причем на срок не менее 1000 лет. Именно столько длится действие гексафторида серы. Так что это отличная техносигнатура, которая быстро не исчезнет. Но это еще не самый крутой долгожитель в компании парниковых газов. Некоторые способны витать в атмосфере до 50 тысяч лет. Если хоть одна молекула при этом впитает инфракрасное излучение своей звезды, то изменит свой свет, и ее способен распознать телескоп Джеймс Уэбб. Чтобы подкрепить свое предположение, калифорнийские астрофизики смоделировали ситуацию на одной из 7 каменистых планет в системе Тропист-1. Вся компания вращается в созвездии Водолея вокруг своей звезды Красного Карлика на расстоянии около 40 световых лет от Земли. Некоторые из этих экзопланет считаются потенциально обитаемыми. Среди них для исследования взяли Тропист-1F, которая совершает оборот вокруг своей звезды каждые 9 дней в пределах обитаемой зоны. Если бы инопланетяне решили терраформировать этот мир, следы их деятельности по избытку парниковых газов, как показали модели, способен обнаружить Джеймс Уэбб. Но главным элементом при определении химических техносигнатур в атмосферах планет наверняка является кислород. В нашем понимании он необходим для дыхания и метаболизма многоклеточных организмов. Но мы забываем еще об одном чудесном свойстве этого газа. Без кислорода люди не получили бы огонь, который позволил нашим далеким предкам выжить, а затем создать цивилизацию. Некоторые ученые считают, что при отсутствии кислорода в атмосфере планеты никогда не появятся технологически развитые расы. На Земле для этого потребовался легкий доступ к горению на открытом воздухе, процессу, лежащему в основе огня. Пламя вспыхивает в результате взаимодействия топлива и окислителя, обычного кислорода. Приготовление пищи, ковка металлов для конструкций, изготовление материалов для домов – все это невозможно без процесса горения, в котором участвует кислород. Технологические прорывы, вероятно, случились на нашей планете
когда уровень кислорода в атмосфере достигал или превышал 18%. Сейчас его в земном воздухе почти 21%, и процесс стремительно летит вперед. Наличие большого количества кислорода в атмосфере – это как бутылочное горлышко, через которое цивилизации нужно пройти. Отсюда нетрудно сделать вывод, что при поисках развитых миров стоит отдавать приоритет планетам с высоким содержанием кислорода, таких, например, как GJ-1132b, всего в 39 световых годах от Земли. Экзопланета выбрала себе место очень близко к родительской звезде – тусклому красному карлику. За счет этого тесного соседства температура ее поверхности прогревается до 250 градусов Цельсия. По мнению ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, атмосфера экзопланеты содержит водяной пар и одновременно подвергается сильному ультрафиолетовому излучению. Радиация расщепляет молекулы воды на кислород и водород, которые составляют ее атмосферу. На более холодной планете это могло дать стимул для развития жизни. Однако GJ-1132b представляет собой раскаленный ад, а водяной пар способен даже усиливать парниковый эффект, дополнительно разогревая планету. Жизнь там в нашем понятии вряд ли возможна, хотя нельзя исключать, что инопланетянам подходит как раз такая дикая жара. Впрочем, только кислорода и воды для технологического развития вида все равно недостаточно. Еще одно важное условие для этого скрыто в глубинах планет. Это тектоника или движение литосферных плит, крупных малоподвижных участков коры. Без их перемещения, как считают астрофизики из США и Швейцарии, развитие видов невозможно. И опять в пример приводится древняя Земля. На нашей планете многоклеточная жизнь появилась в период, известный как Кембрийский взрыв, 539 миллионов лет назад. Именно тогда на планете была запущена тектоника плит, что значительно ускорило эволюцию сложных видов. До того на Земле существовала так называемая застойная тектоника крышки. Кора планеты представляла собой единое целое и не была разбита на плиты. Изменение в современной тектонике плит произошло только после того, как кора достаточно остыла, стала плотной и прочной. Тогда у нее появилась важная возможность субдукции. Так называется частичное подныривание плит друг под друга на значительное время. Затем внутреннее давление планеты выталкивает их обратно на поверхность, и они расходятся на какое-то расстояние друг от друга. Экологические стрессы, которые при этом возникали, могли спровоцировать Кембрийский взрыв. Организмы внезапно оказались в среде, где были вынуждены адаптироваться или умереть. В конечном итоге жизнь за счет естественного отбора эволюционировала до человека разумного. То есть наличие континентов и океанов, которые создал разлом литосферных плит, самого по себе недостаточно. В этом случае эволюция живых существ происходит очень медленно. Для ускорения эволюции нужна тектоника плит. Однако есть проблема. Земля — единственная планета в Солнечной системе, на которой наблюдается этот процесс. Более того, модели астрономов показывают, что тектоника плит не характерна для очень распространенных в космосе суперземель. Среди моделей планеты сплошь покрытые океанами и полностью сухие миры встречаются намного чаще. Земля отличается от них относительно небольшой океанической поверхностью и континентами, которые возвышаются над водной гладью. Кажется, это золотая середина для возникновения и развития жизни. Есть веские основания полагать, что жизнь на Земле зародилась в море. Суша снабдила этих выходцев из воды питательными веществами. Очень важно, что она в сочетании с кислородом обеспечила также горение. Как мы уже разобрались, процесс необходим для технологического развития вида. Ученые решили точнее выяснить, много ли экзопланет могут повторять земные условия. Они подсчитали, что только 17% из всех теоретически возможных экзопланет имеют тектонику плит, а доля миров с похожим соотношением воды и суши, вероятно, еще меньше – от 0,02 до 1%.
В конечном итоге только 0,4% экзопланет оказались подходящими для развития жизни до высоко развитых цивилизаций. То есть на 10 тысяч галактик в расчетах приходится всего 4 продвинутых внеземных сообщества. Конечно, эти выводы будут много раз пересматриваться, но хотя бы по мере обнаружения континентов, океанов и тектоники плит у далеких миров. Пока это за пределами возможностей наших телескопов. С другой стороны, формирование планет во многом уже понятно астрономам. На основе этого ученые могут теоретически оценивать вероятность существования континентов, океанов и тектоники плит на каменистых экзопланетах. Но в нашем понятии развитые цивилизации больше ассоциируются с грандиозными инженерными сооружениями, а не химическими веществами в атмосферах экзопланет. Можно ли по каким-то признакам определить следы их технологий в космосе? На первый взгляд, это легче, чем различить какую-то молекулу или определить тектонику плит на расстоянии сотен триллионов километров от Земли, особенно в более прозрачной части открытого пространства за пределами атмосфер планет и пыли вокруг них. А если эти сооружения подсвечивают яркие объекты, это должно еще облегчить задачу. На самом деле все не так просто. Давайте посмотрим, как все может быть в случае с цивилизацией примерно нашего уровня развития. Ученые говорят, что она, скорее всего, умеет использовать энергию своей звезды с помощью солнечных панелей. Исследователи НАСА решили выяснить, засекут ли телескопы будущего поколения признаки этих сооружений на ближайших экзопланетах земного типа. В расчет принимались солнечные панели, изготовленные на основе кремния. Элемент выбрали потому, что его много в космосе, кремний легко добыть, он дешевле других материалов. Эксперты агентства создали модель планеты, покрытой солнечными панелями с различным содержанием кремния. Они проверяли перспективы космической обсерватории обитаемых миров, которую запустят в 2040-х годах. Распознать это на расстоянии 30 световых лет. Команда НАСА пришла к выводу, что задача будет по силам телескопу, но с одной оговоркой. Солнечные панели должны покрывать не менее 23% поверхности экзопланеты. Да и в этом случае работа окажется невероятно долгой и сложной. Чтобы поймать в поле своего зрения подобное сооружение, телескопу потребуется несколько сотен лет. Более того, исследователи предположили, что этот конкретный сценарий маловероятен. Лишь 9% покрытия солнечными панелями поверхности планеты, похожей на Землю, полностью обеспечит энергией 30 миллиардов живых существ. Вряд ли какая-то раса в рамках одной планеты более многочисленна, и ей не нужно занимать подобными сооружениями четверть своей территории. Впрочем, ученые не сдаются и планируют создать еще более 100 тысяч симуляций, чтобы полностью прояснить этот вопрос. Другое дело, если цивилизация намного круче земной и способна создавать масштабные сооружения в пространстве. Здесь на ум всем космическим путешественникам наверняка приходит знаменитая сфера Дайсона. Вспомним кратко, что это такое. В 1960 году американский физик-теоретик Фриман Дайсон опубликовал статью о том, что высокоразвитые цивилизации могут сооружать целые сферы на расстоянии около 2 астрономических единиц от звезд. С помощью них инопланетяне собирают излучение, производят из него энергию и используют для своих нужд. Мы уже не раз совершали виртуальные путешествия к этим удивительным сооружениям. Но взглянем на них еще раз. Здесь не обойдется без сюрпризов. По расчетам Дайсона, сфера должна полностью изолировать звезду от внешнего наблюдателя. Ее не подсвечивает звездный огонь, но сильно нагревает, так что следы сооружения не удастся полностью скрыть от наших телескопов. Обсерватории должны засечь отражение излучения звезды в глубоком инфракрасном или микроволновом спектре. Одно время астрономы подозревали, что сферой Дайсона окутан один из компонентов двойной звезды Таби из созвездия Лебедя в 1470 световых годах от нас.
Она состоит из более крупного ярко-желто-белого и маленького красного карликов. Основное светило периодически теряет яркость на 22%, а потом вновь ее возвращает. В связи с этим возникла версия, что продвинутая цивилизация качает энергию Таби с помощью сферы Дайсона, хотя есть и другие пояснения происходящему. Эффект временного затемнения может давать облако из пыли, обломков вокруг звезды или множество комет с неправильными траекториями. Ученые нашли еще 20 звезд, которые следуют примеру Таби. А совсем недавно международная команда астрономов расширила эту кампанию любительниц поиграть со светом. В рамках проекта Гефест ученые искали звезды с избыточным инфракрасным излучением, что может свидетельствовать о наличии вокруг них сфер Дайсона. Особенно важно было отличить искусственные объекты от природных, которые также излучают в инфракрасном спектре. После сложной фильтрации миллионов претендентов команда идентифицировала 7 потенциальных сфер Дайсона. Эти кандидаты нуждаются в дальнейшем анализе, чтобы точнее определить их природу, пока же вопрос остается открытым. А члены Королевского астрономического сообщества Великобритании считают, что здесь не следует упускать из внимания черные дыры. Хотя при чем здесь эти монстры? Они славятся тем, что заглатывают всю материю на своем пути, но не слышно было, чтобы черные дыры чем-то делились с окружающими их объектами. Однако ученые выдвинули гипотезу, что наиболее крутые цивилизации, возможно, научились использовать дыры вместо электростанций. Монстры способны излучать в 100 тысяч раз больше энергии, чем звезды, подобные нашему Солнцу. Такие объекты наверняка являются заманчивыми целями для инопланетных цивилизаций. Сколько межзвездных и даже межгалактических предприятий могут питаться их неисчерпаемой энергией? Если создать нужное оборудование, ее можно практически бесконечно черпать из аккреционного диска черной дыры. В нем материя безумно раскалена от быстрого вращения вокруг горизонта событий монстра. Авторы исследования предположили, что эта повторно излучаемая энергия будет отличаться особым спектром, и ее смогут различить земные обсерватории. В настоящее время исследователи разрабатывают алгоритмы для поиска подобных сигнатур среди данных телескопов, которые уже получены. Мощный источник энергии, будь то звезда или черная дыра, наверняка позволяет инопланетянам прямо в космосе добывать природные ресурсы. Им, как и людям, конечно, нужны различные минералы и металлы. Для этого, как говорят ученые, высокотехнологичным расам не обязательно переворачивать внутренности каких-то экзопланет. Гораздо эффективнее и проще добыча полезных ископаемых, скажем, на астероидах. И на Земле уже готовят подобные проекты. Известно, что космические скалы только на первый взгляд просто кучи камня. На самом деле они богаты кремнием, платиной, палладием, никелем и еще золотом, которое в представлении обычных ученых зачастую является наивысшей ценностью. Однако специалисты в этом плане значительно чаще вспоминают платину, которая, во-первых, дороже, а во-вторых, ее присутствие на астероидах более точно доказано. Например, в 2015 году мимо Земли пролетел 2011 UW-158, в котором содержалось этого металла примерно на 5,4 миллиарда долларов. Еще ценнее металлы, которые редко встречаются на Земле, такие как родий. Он почти в 7 раз дороже платины, в мизерных количествах содержится на Земле, но нередко прячется внутри астероидов. Что может быть драгоценнее таких веществ? На самом деле простая вода имеет ни с чем не сравнимую ценность, потому что в ней нуждаются и люди, и растения. Ее можно разложить на водород и кислород для производства ракетного топлива. Да и различные технологические процессы производства всего, что необходимо для жизни, часто требуют ее в больших количествах. На большинстве небесных тел вода – редкость. И ледяные астероиды, которые есть на окраинах Солнечной системы, могут принести разработчикам настоящее богатство. Развитая цивилизация обязательно воспользовалась бы подобным шансом добыть воду. По мнению некоторых исследователей, следы деятельности инопланетян мы можем обнаружить.
Возьмем гипотетическую звезду, которую окружает пояс астероидов, подобный солнечному. И светила, и небесные камни когда-то образовались из одного облака межзвездной пыли. Если изучить свет звезды с помощью спектроскопии, можно узнать химический состав каждого астероида. Отдельные химические элементы будут показывать различные спектральные линии. Считав информацию о составе звезд, нужно сравнить его с аналогичными характеристиками пояса астероидов. И если в спектре камней отсутствует несколько химических элементов, которые там должны быть, стоит насторожиться. Возможно, пояс астероидов основательно перелопатила какая-то высоко развитая цивилизация, обогатившись ресурсами. Или есть еще один способ определения мест по добыче инопланетянами полезных ископаемых в космосе. Нужно более тщательно проанализировать размер астероидов в поясе экзопланеты. Если окажется, что какие-то объекты не соответствуют ожидаемым параметрам, это повод присмотреться к ним более внимательно. Горнодобывающие инопланетные предприятия, вероятно, станут осваивать крупные небесные скалы. В результате разработок некоторые астероиды расколятся на куски, увеличивая в поясе количество более мелких тел. Астрофизики могут рассчитать приблизительное распределение их размеров, учитывая давление, излучение и баланс гравитации. К тому же промышленная добыча создаст необычное распределение температур, так как механический процесс значительно нагревает пыль. Современные приборы способны уловить подобные температурные качели, что станет признаком действий некой технологически развитой расы. Хотя в подобных поисках пока тоже существуют значительные ограничения. Все эти следы можно засечь при чрезвычайно масштабной добыче сырьевых ресурсов. Однако телескопы будущего поколения, как ожидается, будут улавливать и признаки проведения менее значительных работ. Если же отвлечься от добычи энергии и природных ресурсов, то развитые цивилизации могут оставлять и многие другие следы. Как они будут выглядеть с Земли при взгляде с помощью самых современных телескопов? У ученых есть множество мыслей на этот счет. Исследователи, например, пытаются обнаружить узкополосное радиоизлучение. Исходя из опыта людей, этот свет чаще всего соответствует деятельности технологической цивилизации. Не менее важно идентифицировать лазерное излучение. Развитые инопланетяне, скорее всего, обладают подобными технологиями для путешествий по космосу или межзвездной связи. И как раз последний, некий космический интернет, может указать на место, где обитают наши братья по разуму. В НАСА убеждены, что в каких-то из 500 миллиардов галактик Вселенной обязательно возникла разумная жизнь. И она, скорее всего, отправляет о себе вести в космос. Но почему мы ничего толком о них не знаем? Нас отправили в межзвездный список не звонить? Человечество еще технологически не доросло, чтобы засечь подобные сигналы? Либо что-то еще? Специалисты давно стараются ответить на этот вопрос. Участники проекта «Поиск внеземного разума» или сети ищут в космосе послания от инопланетян среди неисчислимого количества шума от горячего газа, квазаров, пульсаров. Астрофизики охотятся за сигналами, не похожими на другие или регулярно поступающими с одного места. Исследователи сравнивают свою работу с поиском вашей любимой станции на шкале радиоприемника. Вы крутите ручки, пока среди шипения и треска эфира не появится речь или музыка. Сигналы из космоса тоже должны отличаться от радиошумов пространства. Крупнейшим охотником за ними считается массив радиотелескопов Аллена в Северной Калифорнии. Сейчас он состоит из 42 антенн, но со временем их число надеются довести до 350. Тогда всего за несколько месяцев работы ученые сумеют проанализировать такой же отрезок Вселенной, какой смогли бы охватить в сети за 45 лет. Специалисты также пытаются расшифровать странные сигналы, которые уже найдены. Самый известный получен еще в 1977 году из созвездия Стрельца радиотелескопом «Большое ухо» Университета штата Огайо. Профессор Джерри Эхман во время дежурства уловил сигнал, который длился 72 секунды и был в 30 раз интенсивнее обычных. Это показалось ученому настолько поразительным, что он воскликнул «Вау!» и так назвали сигнал.
Самые мощные компьютеры снова и снова обрабатывают данные в поисках ключа к вау. Однако до сих пор это не удалось. То же самое с таинственным радиосигналом из Проксима Центавра, засеченным в 2019 году. Звезда очень интересна астрономам тем, что она самая близкая соседка Солнца, и в ее системе обнаружена похожая на Землю экзопланета. Тогда, может, более эффективной окажется отправка сообщений о нашей цивилизации братьям по разуму. Мы попробуем и этот метод. Одним из наиболее известных является послание Аресибо. С помощью него жители Земли попытались объявить о своем существовании, используя научные и математические стандарты. Сигнал был отправлен в виде двоичного кода еще в 1975 году по направлению к шаровому скоплению Мессие-13 нашей галактики. Ученые признают, что вероятность получения и успешной расшифровки кем-то весточки от человечества очень маленькая. Но это все равно дает нам дополнительный шанс для знакомства с братьями по разуму. И люди продолжают расширять подобную возможность. Самое подробное наше послание уже вынесли за пределы Солнечной системы космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2. Каждый из них снабжен золотой пластиной, где собраны приветствия на 55 языках. На записях можно послушать музыку со всего мира, описание математических формул, сведения об эволюции на Земле и нашей культуре. Информация тщательно отобрана НАСА совместно с астрономом и писателем Карлом Саганом. Пока на ответ мало надежд, и ученые ищут сигналы все новыми, порой самыми безумными способами. Исследование японских ученых показало, что сигнальным маяком может служить движение очень яркой звезды вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец-А со звездочкой в центре Млечного Пути. Любая цивилизация, вероятно, сочтет этого монстра знаковым объектом хотя бы потому, что он для нашей галактики уникален. Кроме того, всем астрономам известно, что очень близко к гиганту вращается несколько чрезвычайно ярких звезд. Среди них выделяется светило под названием С2, которое в 15 раз больше Солнца по массе, и его орбитальный период составляет ровно 16 земных лет. Эти параметры позволяют достаточно просто определить так называемую точку Шеллинга. Подобный ориентир дает возможность назначить место для контакта без предварительной договоренности. Например, два человека в этом случае, скорее всего, выберут один из самых известных дней, таких как канун Нового года 31 декабря. Что касается места встречи, то наверняка в голову обоим придет наиболее значимый на планете город и самая популярная в нем достопримечательность. Это будет точка Шеллинга для двух землян. Но примерно такие же суждения можно применить к общению с инопланетными формами жизни. Звезду С2 и период ее орбитального движения вокруг черной дыры развитые виды с большей долей вероятности выберут для обмена сигналами с другими цивилизациями. Ученые считают, что высокоразвитые существа подобным образом давно посылают о себе весточки. Также, по мнению исследователей, стоит поискать другие места, где теоретически можно пообщаться с ними без предварительного договора. По гипотезе ученых Йельского университета в этом могут помочь одни из самых жутких катастроф во Вселенной. Исследователи имеют в виду мощные космические вспышки, отголоски которых опосредованно доходят до Земли. Столь грандиозные события обязательно привлекут внимание тех, кто сумеет засечь их в космосе. Инопланетные цивилизации могут воспользоваться этим, чтобы подать весточку о себе другим разумным существам. Чтобы аргументировать свою версию, астрономы выбрали 4 известные сверхновые. Они также проанализировали световые сигналы в это время от более чем 10 миллионов звезд, которые получила орбитальная обсерватория Гайа. Исследователи нашли 868 звездных систем, где световые сигналы исходят под выгодным углом по отношению к одной из сверхновых. Но ни в одной из этих систем не удалось засечь признаки внеземных технологий. Тем не менее, ученые из Йельского университета не падают духом. Они считают, что вычленили из данных телескопа некоторые перспективные зацепки для подтверждения своей гипотезы.
Так что есть повод для проведения дополнительных исследований. Мы, конечно, желаем успеха ученым, однако до сих пор реальных сигналов от инопланетян засечь в небе не удалось. Неудивительно, что последнее время исследователи задались вопросом, эффективны ли их методы, или все следует развернуть в другую сторону. Но как? Проблема в том, что мы не знаем природу инопланетного сигнала. Это сильно похоже на поиск иголки в стоге сена. Только вы еще и не знаете, как выглядит иголка. К счастью, любая цивилизация все равно будет связана теми же физическими законами Вселенной, что и человечество. Значит, насколько бы от нас не отличались инопланетяне, между всеми живыми существами будет какая-то связь. И, возможно, ее удастся нащупать не при поисках прямых сигналов от отдельных миров, а в результате прямого подключения к межзвездной сети. И некоторые исследователи уже приступили к этой работе, хотя она дается нелегко. Одним из физических ограничений в подобных поисках являются обычные газы-пыль. Их настолько много между звездами, что передача сигналов в пространстве жестко тормозится. Смогут ли инопланетные цивилизации как-то подобную преграду обойти? Ученые считают, что это не так уж сложно. Поскольку радиоизлучение проникает сквозь газ и пыль лучше, чем видимый свет, между звездами эффективнее посылать именно радиосигналы. Вот и подсказка, в каком диапазоне нужно искать каналы общения разумных существ. Но тут встает другая проблема – как вычленить межзвездное общение братьев по разуму среди случайного шума. Даже простые сигналы, такие как телевизионные передачи, опираются на известный протокол. Не зная его или без какого-то другого ключа, мы не сможем расшифровать сообщение. История похожа на проблему взлома кода Enigma во время Второй мировой войны. Физики хотят еще раз повторить этот путь, но уже в космическом масштабе. К тому же следует учесть, что технологически продвинутые виды наверняка давно путешествуют между звездами и галактиками. Их кораблям приходится ориентироваться в пустоте, пыли и скоплениях газа бескрайнего пространства. Также при дальних перелетах нужно принимать во внимание, что космос постоянно меняется из-за расширения Вселенной. Конечно, маршрут могут рассчитать машины, но куда надежнее подстраховаться с помощью небесных маяков. И они во Вселенной существуют. Команда астрономов из Индии считает, что межзвездные цивилизации используют в качестве навигационной сети рентгеновские пульсары. Их можно объединить в широкополосный радиосигнал из центра, который выберут обитатели далеких миров. Авторы идеи описывают 9 шагов того, как межзвездная цивилизация теоретически способна построить систему навигации из пульсаров и какова может быть схема такой сети. Ученые хотят разработать несколько сценариев поиска этой паутины связи. Но, конечно, и здесь не избежать просто космических трудностей. Самое важное состоит в том, что любой сценарий будет основан на мышлении человека. Это может даже близко не совпасть с тем, как видит вещи инопланетный разум. Куда надежнее ориентиры, которые напрямую связаны с физическими законами, а не психологией инопланетян. Общая теория относительности Эйнштейна, например, говорит о том, что гравитация массивных небесных объектов может искривлять свет. Эффект называется гравитационным линзированием, и он несколько похож с работой телескопа. Астрофизики Университета Пенсильвании предполагают, что процесс также может усиливать сигналы космической связи. И если повезет, с их помощью мы даже сумеем подслушать внеземные сообщения, которыми развитые цивилизации обмениваются недалеко от Солнца. Команда предполагает, что метод передачи данных на большие расстояния галактического масштаба подобен работе сотовой связи на Земле. Люди постоянно используют ее для общения по всему миру. Как действует эта сеть? Когда вы пользуетесь мобильным телефоном, электромагнитные волны передаются на ближайшую сотовую вышку, которая подключается к следующей вышке и так далее. Инопланетяне же могут установить свои зонды в определенных позициях около звезды, чтобы воспользоваться ее гравитационным линзированием. Подобные космические аппараты служат в качестве ретрансляционных точек для сетей связи. Но главное, теоретически мы можем их работу засечь. Правда, только в случае, если продвинутый инопланетный вид использует Солнце в качестве одного из передатчиков.
Астрономы проверили эту гипотезу, собрав данные с телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Затем они тщательно проанализировали радиосигналы от наших ближайших звездных соседей – 3 светил в системе Альфа Центавра. Ранее уже проводилось несколько подобных исследований в оптическом диапазоне, но теперь в фокус попали радиоволны. Как мы уже разобрались, радио – отличный способ передачи информации через пространство. Впрочем, результаты оказались неутешительными. Никаких инопланетных передач прослушать не удалось. Однако американские ученые не теряют оптимизма. Анализ был ограничен одной ночью, и астрономы могли пропустить передачу, если она шла на радиочастотах с перерывами. Тем временем физики из Эдинбургского университета решили не зацикливаться на радиоволнах. По мнению ученых, они нашли безукоризненный сценарий действия космического телефона. Представьте, что вы набираете номер, мгновение ждете, и вас соединяют с самым отдаленным уголком нашей галактики. На каком языке вы услышите ответ? В любом случае он наверняка окажется непонятным для нас. Но это, наверное, не так уж важно. Главное, мы услышим инопланетян. Остается подключиться к этой невероятной сети. Как это сделать? Исследователи из Эдинбурга считают, что для передачи межзвездных сообщений технологически продвинутые расы используют квантовые свойства света. При этом точки и тире двоичного кода обозначаются квантовым состоянием фотонов, а не амплитудой или частотой. Такая сеть действует практически моментально, но не быстрее скорости света. А вот расстояние квантовой связи законы фундаментальной физики вообще не ограничивают. Ее внедрение сдерживает только развитие инженерии и технологий, однако прорыв в этой области уже начался. Недавно китайские ученые впервые телепортировали фотон на высоту более 500 километров. Когда люди смогут выйти в квантовый эфир, их послания, скорее всего, не останутся без ответа. Физики из Эдинбурга уверены, что в галактике множество разумных существ уже используют подобную связь. Ученые Ноттингемского университета тоже считают, что около 30 инопланетных цивилизаций в Млечном Пути активно общаются между собой. В таком случае у людей есть все шансы к ним присоединиться. Но какие регионы галактики здесь перспективнее всего? Паутиной подобной связи легче всего, кажется, опутать шаровые скопления. Это очень плотные структуры из миллионов звезд. Там светилам приходится существовать буквально плечом к плечу. Они в сотни раз ближе друг к другу, чем Солнце и его ближайшая соседка Проксима Центавра, которые расположены на расстоянии 4 световых лет. Еще шаровые скопления очень старые, но все равно любят в небе поярчить. Звезды в подобной среде сталкиваются между собой, взрываются сверхновыми, озаряя пространство безумными вспышками света. Кроме того, светила часто меняют свои орбиты, чтобы вытолкнуть соседей в космос и занять больше места. Все это смертельно для их планет. Долгое время в научном мире преобладало мнение, что в таких условиях звезды не сумеют сформировать вокруг себя планеты. Разве что какая-то из них на короткое время обзаведется собственным газовым гигантом, да и тот быстро будет уничтожен во время какого-нибудь катаклизма. В такой среде, казалось бы, не может идти речи даже о микробах, а не то что о разумных существах. Но ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в новом исследовании попытались доказать обратное. Они считают, что в данном случае большой возраст звезд является преимуществом. Яркие светила, такие как Солнце, рождались, жили и умирали в шаровых скоплениях, оставляя после себя слабые, но очень долго живущие карликовые звезды. Планеты, расположенные ближе к этим тусклым светилам, теоретически способны поддерживать жидкую воду на своей поверхности, а значит, быть обитаемыми. Кроме того, тесное соседство с родительским красным карликом может защитить их от опасного воздействия пролетающих мимо звезд и от других катаклизмов. При этом древние звездные системы могут содержать очень старые планеты. На Земле жизнь, как полагают исследователи, развилась примерно через 3,5 миллиарда лет, а планета гораздо старше, скажем, возрастом 10 миллиардов лет, открывает перед своим населением перспективы намного шире. Жизни там с избытком хватит времени, чтобы развиться до технологически продвинутого сообщества и начать серьезное освоение космоса.
При этом прописка в тесном шаровом скоплении станет большим бонусом для подобных цивилизаций. Благодаря маленькому расстоянию между звездами в таких регионах инопланетянам легче курсировать между звездами и планетами. Можно реализовать какие-то космические мегапроекты или просто пообщаться с соседями. Договориться о визите заранее обитателям шаровых скоплений тоже будет просто. Представьте, что вы входите в их число и решили отправить другу сообщение на соседскую звезду. Оно дошло бы быстрее, чем письмо из США в Европу в XVIII веке. Астрономы надеются, что в тесных шаровых скоплениях легче обнаружить мобильную сеть. Скорее всего, это будут радио- или лазерные передачи. Ученые пока не зафиксировали подобные сигналы, но продолжают исследования и верят в успех. Мы скрестим за них пальцы, но в целом ожидание встречи с братьями по разуму кажется бесконечным. Впрочем, возможно, скоро все изменится. Что если инопланетяне уже заинтересовались нами и тоже готовятся к встрече? Некоторые последние космические события ученые трактуют именно так. Для примера возьмем загадочное небесное тело Оумуамуа, которое в 2017 году пролетело через Солнечную систему, а затем скрылось в космосе. Странная сигарообразная форма объекта и его аномально высокая скорость позволили ученым выдвинуть гипотезу о его внеземном происхождении. Астрофизик из Гарварда Ави Леба полагает, что это корабль какой-то инопланетной цивилизации. Его послали в Солнечную систему, поскольку обнаружили признаки жизни на Земле. Если исследователь прав, нас наверняка ждет визит инопланетян, которого мы так долго ждем. Другое дело, что он нам принесет – добро или зло, новые яркие впечатления или ужас и смерть. Существуют разные версии, но это уже сюжет для другого видео. Кто из нас, космических путешественников, не хотел бы прокатиться по просторам Вселенной под солнечным парусом? А может даже поучаствовать в галактической регате? Но такие удивительные вещи мы видели только в фантастических фильмах до недавнего времени. В мае 2024 года в НАСА развернули на орбите гигантский парус. Правда, пока это демонстрационный вариант, но с другой стороны уже вполне реальный. И он далеко не единственное продвинутое средство освоения космоса, которое готовят ученые. Как вам идея промчаться по небу на магнитном поезде? Или пострелять из пушки по опасным кометам и астероидам? Давайте совершим экспериментальное путешествие, познакомившись с технологиями будущего. Держитесь крепче. На продвинутой субмарине нас будут качать волны внеземного океана, а на космическом корабле трясти от странных взрывов материи и антиматерии. Мы подружимся с ужасными космическими пауками и окажемся в крепких объятиях железного гуманоида. Скорее вперед! Нас ждут удивительные события и незабываемые впечатления. Собственно, начать мы можем с Земли, поскольку каждый день сталкиваемся с космическими технологиями. Сложно представить современную жизнь без сервисов GPS, прогнозов погоды, спутниковой связи и еще сотен других необходимых каждому из нас вещей. Некоторые из космических технологий уже превратились в легенды, правда, не всегда отвечающие истине. Например, возьмем обувь астронавтов миссии Аполло-11, первыми побывавших на Луне. Долго ходили слухи, что их ботинки являются прототипом беговых кроссовок. На самом деле это не так. У астронавтов была специальная обувь, но не для бега, а для ходьбы. Эффект летящей походки создавала лунная гравитация в 6 раз ниже земной. Существовал также миф о застежке-липучке, которая якобы сделана специально для космических экспедиций. Однако столь удобный атрибут нашей одежды изобрел швейцарский инженер-электрик Жорж де Мистраль. Это произошло еще в 1941 году, задолго до космической гонки. Впрочем, сама по себе история изобретения весьма интересна. Мистраль после прогулок с собакой постоянно доставал из ее шерсти головки репейника. Однажды он решил рассмотреть их под микроскопом и увидел крохотные крючки, с помощью которых растения цеплялись за шерсть его собаки. Так у специалиста появилась идея застежки-липучки, ставшей популярной и в космических миссиях, и в повседневной жизни.
Ну а среди технологий, которые действительно разработаны для космонавтов, например, можно назвать систему безопасности пищевых продуктов. В 1960-х годах во время подготовки пилотируемых полетов НАСА разработала особую методику для улучшения качества космической еды и исключения вероятности пищевых отравлений. Она понадобилась, поскольку существующие стандарты не гарантировали безопасность продуктов на все 100%. Тогда была разработана космическая концепция, которая использовала разнообразные математические методы для расчета опасных факторов при производстве пищевых продуктов. Она легла в основу новых стандартов в США и некоторых других странах. Уникальная медицинская помпа для диабетиков тоже родом из космических технологий. В 1976 году для исследования Марса были запущены аппараты «Викинг». Они совершали съемку поверхности и проводили научные эксперименты, чтобы найти признаки жизни на Красной планете. Для одного из таких экспериментов аппарат использовал воду и марсианскую почву, которые смешивались в определенной пропорции. Спустя несколько десятилетий на основе устройства для соблюдения точных смесей, которое использовал «Викинг», ученые разработали специальную помпу для диабетиков. Она предназначена для регулярных инъекций инсулина и фиксируется на теле больных с диабетом первого типа. Уникальная помпа является чем-то вроде искусственной поджелудочной железы. Она постоянно рассчитывает и поставляет больному более точное количество инсулина по сравнению с обычными шприцами и шприцами-ручками. Также в медицине очень пригодилось космическое исследование орбитального телескопа «Айрос», который первым провел обзор всего ночного неба в инфракрасном диапазоне. Обсерватория позволила ученым обнаружить 6 новых комет, а также ядро галактики. Еще астрономы определили температуру многочисленных звезд и планет, используя инфракрасное излучение. После этого одна американская компания решила приспособить технологию для измерения температуры тела человека. В основе бесконтактных термометров заложены датчики наподобие тех, что использовались в космосе для звезд либо планет. Практически все, что умеют делать современные цифровые камеры, также результат освоения космоса. К примеру, для улучшения качества изображений межпланетных миссий была создана светочувствительная CMOS-матрица. Специалисты называют ее глазами видеокамер и смартфонов. Матрица захватывает свет, попадающий в объектив видеокамеры, и преобразовывает его в электронный сигнал. Ее преимущество состоит в сочетании высокого качества изображения и потребления мизерного количества энергии. Беспроводная гарнитура — это тоже бывшее устройство для космонавтов. Во время пилотируемых космических миссий, таких как Gemini, Apollo и Skylab, им понадобилась компактная беспроводная гарнитура. Она дала бы возможность постоянной связи с Центром управления полетами НАСА. Специалисты смогли обеспечить запрос астронавтов. В новом устройстве инженеры улучшили дизайн микрофона и добавили функцию подавления шумов. Со временем эта технология перекочевала в Bluetooth-наушники, а также большинство современных гарнитур. Но мы сейчас все же больше хотим узнать о 3 крутых вещах, которые ученые готовят для дальнейшего изучения космоса. Их очень много, причем прогресс движется во всех направлениях. Вероятно, первое, что приходит здесь на ум, это телескопы. Их можно назвать символом нашего познания Вселенной. Сколько интересного в космосе они уже позволили нам рассмотреть. Если вернуться к их истокам, первым создал зрительную трубку, предшественницу телескопа, и получил научные данные Галилео Галилей. В 1609 году он смог увидеть небо в 3 раза лучше, чем невооруженным глазом. В том же году ученый соорудил телескоп с 8-кратным увеличением длиной около полуметра. Сейчас, конечно, все выглядит совсем по-другому. И даже любительские телескопы сильнее трубы Галилея. Что уж говорить о профессиональных обсерваториях, которые способны заглянуть буквально на край Вселенной. Они видят во всех спектрах излучения – оптическом, рентгеновские и гамма, а также засекают радиоволны.
Кроме того, детекторы нейтрино и гравитационных волн тоже зачастую называют телескопами. Обсерватории постоянно совершенствуются, хотя обычному человеку это не всегда заметно. Тем не менее, каждый последующий телескоп выполняет задачи сложнее, чем его предшественник. Чтобы лучше в этом разобраться, мы совершим путешествие к самым знаменитым космическим телескопам. Это Хаббл, который отправлен на орбиту в 1990 году, и Джеймс Уэбб, наблюдающий за небом с 2021. Космический телескоп Джеймс Уэбб работает в 1,5 миллиона километров от поверхности нашей планеты. То есть он находится от нас в 4 раза дальше, чем Луна. Там нет помех от космических станций и спутников, которые отчасти портят картину телескопу Хаббл в 547 километрах от нашей планеты. Кроме того, Хаббл в основном ведет наблюдения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах света, а Уэбб оснащен камерой NIRCam для ближних инфракрасных волн и MIRI для средних. По данным НАСА, он настолько чувствителен к инфракрасному свету, что сможет обнаружить даже тепло шмеля на расстоянии до Луны. Инфракрасное зрение позволяет телескопу заглянуть буквально на край Вселенной, где прячутся самые древние галактики и звезды. По сравнению с ним Хаббл видит ближе. К тому же он не в состоянии пробиться сквозь мощную пелену газа и пыли, которые окружают многие планеты, звезды и галактики. Уэбб же просвечивает все подобно рентгену. Наконец, его главное зеркало диаметром 6,5 метров способно собирать гораздо больше света, чем зеркало Хаббла диаметром 2,4 метра. Благодаря уникальному оборудованию снимки Уэбба получаются особенно четкими, включая слабо светящиеся объекты. Впрочем, давайте убедимся в этом сами. Посмотрите на красочное фото от Уэбба туманности Южное кольцо в 2000 световых лет от Земли. На нем видно, как расширяющееся облако газа окружает умирающую звезду. Но туман напускает не она, а звезда, которая видна не сразу. За тысячи лет это светило выбросило не менее 8 слоев газа и пыли. Яркая центральная звезда перемешивает эти выбросы как в огромном миксере, создавая сложные кольца планетарной туманности. Она пронизывает эти кольца своим сиянием буквально насквозь, создавая невероятно живописную картину. Солнечный свет на Земле подобным образом заполняет просветы в облаках. Но Хаббл раньше уже продемонстрировал великолепные снимки Южного кольца и многих других туманностей. Именно он дал астрономам возможность понять, что это не просто клубки газа, а красочные и очень сложные системы. В чем обошел своего предшественника Джеймс Уэбб? Он показал не только четкое изображение планетарной туманности, но и огромный участок космоса за ней, заполненный множеством галактик. Яркий световой прочерк в левой стороне, ближе к верху, тоже не звездный свет. Это галактика, видимая с ребра. Новые детали на изображении Уэбба легко выделить при интерактивном сравнении со снимком Хаббла. Космический телескоп Джеймс Уэбб также остановил свой взгляд на очень далекой экзопланете WASP-96b и сразу получил ошеломляющие результаты. Но сначала немного скажем о предыстории события. Хаббл обнаружил WASP-96b еще в 2014 году среди созвездия Феникса на расстоянии 1150 световых лет от Земли. Астрономы выяснили, что это газовый гигант массой в половину Юпитера, а вот диаметр экзопланеты в 1,2 раза больше, чем у газового гиганта Солнечной системы. Из-за этого экзопланета пухлая, как сахарная вата. Пухлый газовый гигант вращается намного ближе к своему желтому карлику, чем Меркурий к Солнцу. Это раскаляет планету до 1000 градусов Цельсия, но большего у WASP-96b ученым выяснить не удалось. Экзопланета не спешит показывать свою частную жизнь, скрываясь за плотным облаком газа и пыли. У Хаббла не получилось пробиться сквозь эту густую пелену. Зато Джеймс Уэбб легко эту преграду преодолел. Космический телескоп зафиксировал наличие облаков и дымки в атмосфере планеты. А еще отчетливо увидел следы воды. На это указывает присутствие определенных молекул газов
в атмосфере планеты. Ученые в восторге от результатов. Хаббл занимался поиском воды последние 2 десятилетия и впервые обнаружил ее признаки лишь в 2013 году. Уэбб же сделал ценную находку практически моментально. Хотя мы с вами, в отличие от ученых, возможно, в глубине души мечтаем о другом. Вот если бы Уэбб увидел на ВАСП-96b пресловутых зеленых человечков или других инопланетян, а не пар и воду. Но астрономы называют обнаружение биологически значимых веществ воды, кислорода, углекислого газа, метана первым шагом на этом пути. Если телескоп найдет такие маркеры на каменистых планетах, это станет отличной подсказкой для поиска там признаков живых существ. Или, может, добиться такого потрясающего результата сумеют телескопы нового поколения, которые строятся по всему миру. Ученые надеются с их помощью открыть новую эру в астрономии, узнав, как зарождалась и развивалась Вселенная и множество других невероятных вещей. Вот несколько проектов самых новаторских телескопов, которые будут значительно мощнее нынешнего рекордсмена Джеймса Уэбба. Их рассчитывают ввести в эксплуатацию уже к 2030 году. Гигантский Магелланов телескоп будет смотреть в космос из песков пустыни Атакама, которая славится как идеальное место для астрономических наблюдений. Этот гигант достигнет высоты 12 этажей. Оптико-инфракрасный телескоп сможет использовать 7 основных зеркал, которые диаметром более 8 метров, для фокусировки света из глубокого космоса. Магелланов телескоп будет в 4 раза мощнее Джеймса Уэбба и в 10 раз Хаббла. В его распоряжении окажутся различные инструменты для изучения экзопланет и потенциальных биосигнатур в их атмосферах. В фокус зрения телескопа, вероятно, попадут и объекты, которые легко увидеть в ближнем инфракрасном диапазоне, такие как планетные системы. К тому же с помощью обсерватории ученые надеются больше узнать о тайнах галактической эволюции, гравитационных волнах. Ожидается, что строительство телескопа будет завершено в 2029 году. Обсерватория имени Веры Рубин, которую раньше предполагалось назвать Большим обзорным телескопом, станет его соседом в пустыне Атакама. Вернее, есть надежда, что обсерватория даже появится там раньше. Она практически уже достроена и, возможно, приступит к работе в 2025 году. Обсерватория будет оснащена самой большой из когда-либо созданных цифровых камер с поразительным разрешением в 3,2 миллиарда пикселей. Объем информации, которую она сумеет собирать каждую ночь, составит 15 терабайт. Там будут данные о яркости, местоположении, форме и цвете объектов. Идея состоит в том, чтобы отобразить огромный участок неба с такой частотой, что астрономы фактически получат покадровый фильм о наблюдаемой Вселенной с беспрецедентным разрешением. То есть пока другие телескопы сосредоточены на определенных объектах в небе, этот захватит широчайшую панораму. В результате будет придан потрясающий пространственный контекст работе всех других обсерваторий. С учетом технического обслуживания, плохой погоды и других подобных факторов, фотокамера, как ожидается, будет делать около 200 тысяч снимков в год. Это намного больше, чем может быть изучено учеными. Предполагается, что управление и эффективный анализ огромного количества данных на выходе телескопа будет наиболее технически сложной частью проекта. И тут астрономы рассчитывают на помощь других продвинутых технологий, но с ними мы познакомимся позже. А сейчас взглянем на будущего соседа этой обсерватории, чрезвычайно большой телескоп Европейской Южной обсерватории. Он тоже строится в чилийской пустыне Атакама и начнет изучать космос предположительно в 2027 году. Его главное зеркало достигнет диаметра 39 метров. Это будет крупнейший в мире телескоп видимого спектра, способный фокусировать в 100 миллионов раз больше света, чем человеческий глаз. Также обсерватория отлично сумеет все рассмотреть в инфракрасном диапазоне. Она будет заниматься изучением экзопланет и возможности существования жизни на некоторых из них. Кроме того, астрономы надеются больше узнать о черных дырах, галактической эволюции с первых дней существования Вселенной и многом другом.
Еще в 2027 году предусмотрен запуск 30-метрового телескопа. Он получил название по своему широчайшему главному зеркалу, размером 30 метров в поперечнике. Астрономы рассчитывают с его помощью получить изображения в 12 раз более четкие, чем снимки Хаббла. Обсерватория будет изучать некоторые из самых ранних источников света – физику юной Вселенной. С ее помощью астрофизики также надеются лучше понять природу темной материи. Иными словами, эти обсерватории сумеют заглянуть дальше во Вселенную, окинув более широким и острым взглядом ее самые скрытые уголки. Представляете, какие невероятные тайны космоса, подробности жизни галактик, звезд и планет они сумеют нам открыть. Но мы, космические путешественники, предпочитаем все увидеть своими глазами. Для этого нужны продвинутые средства передвижения по пространству. И сейчас в разработке у специалистов находятся просто умопомрачительные концепции. Идеи, которые воплощаются в реальные проекты, оставляют позади самые крутые домыслы авторов фантастических произведений. Ближе всего к реализации можно, наверное, назвать миссию компании SpaceX Илона Маска по колонизации Марса. Для полетов на Красную планету готовятся необычные космические корабли Starship. Возьмем одну из главных составляющих ракет – химическое топливо. В них используется смесь жидкого водорода и окислителя жидкого кислорода. Но в SpaceX решили в основном применять метан, который дает более сильную тягу. Важно и то, что этот элемент топлива можно производить на Марсе из углекислого газа и воды. Настоящим технологическим чудом многие эксперты считают ускоритель Starship, который является первой ступенью корабля. Он не сгорит в воздухе после выполнения своих функций, как его предшественники. Уже через 6 минут после старта первая ступень разгонит корабль до скорости 8650 км в час. Затем ускоритель отсоединится и вернется на Землю. Дальше по маршруту корабль поведут 6 жидкостных ракетных двигателей – «Рапторов», а первую ступень ракеты снова заправят и подготовят к следующему старту. Ее многоразовое использование значительно удешевит стоимость полетов. Но Илон Маск не считает подобную концепцию космического корабля идеальной. Его команда работает над созданием невероятного звездолета, где вместо химического топлива хотят использовать ядерный синтез. Корабль будет работать путем прокачки жидкого топлива, скорее всего водорода, через активную зону реактора. Это даже на первоначальном этапе разработки вдвое увеличивает удельный импульс ракеты. Данный показатель отражает силу тяги от определенного количества топлива, а значит эффективность космического аппарата. Удельный импульс ракеты на химическом топливе составляет 450 секунд, а ядерный – 900 секунд. Причем в дальнейшем инженеры надеются существенно увеличить удельный импульс ядерных двигателей кораблей. Хотя и на текущей стадии разработки, по словам экспертов, ядерный двигатель позволит сократить время полета на Марс более чем на 25% или на 2 месяца. К тому же объем урана, необходимого для этого, не превысит размер воздушного шарика. Таким образом, значительно расширится полезная площадь корабля. Магнитный поезд – не менее удивительный проект, который позволит относительно недорого перевозить по пространству не только пассажиров, но и солидные грузы. Разработка системы космических запусков StarTrem пока выполняется для поездок на околоземную орбиту. Доставка туда грузов весом до 300 тысяч тонн обойдется примерно в $40 за килограмм вместо нынешних 11 тысяч. Для реализации проекта StarTrem не нужны ракеты, топливо или ионные двигатели. Вместо этого будет использована технология магнитного отталкивания. Сам концепт поезда на магнитной подушке, правда, далеко не новый. На Земле уже функционируют составы, которые двигаются по магнитному полотну со скоростью около 600 км в час. Однако на пути таких ноу-хау стоит серьезное препятствие, которое связано с ограничением максимальной скорости магнитного поезда. На Земле их разгону мешает трение об атмосферу, но в космосе все, вероятно, пойдет быстрее. Пути поезда в рамках проекта StarTrem хотят построить в форме длинного навесного вакуумного тоннеля на высоте около 20 километров.
Там сопротивление воздуха меньше, что позволит производить запуски на гораздо более высоких скоростях. Космические аппараты в буквальном смысле будут пулей нестись сквозь тоннель без препятствий атмосферы. Строительство такой системы потребует около 20 лет работы и инвестиций на общую сумму в $60 миллиардов. С вакуумом связан еще один проект передвижения во Вселенной. Он воплощает самые сокровенные и смелые мечты космических путешественников. Летать практически на скорости света. Так корабль, возможно, разгонит загадочная антиматерия. Считается, что она обладает просто фантастическими свойствами. Новая концептуальная разработка ученых США Varius под названием «Межзвездная исследовательская ракетная система с преобразователем вакуума в антиматерию» как раз об этом. Varius предлагает набор гигантских солнечных батарей площадью в несколько сотен квадратных километров. По замыслу авторов, корабль должен приблизиться к звезде и использовать ее свет для своего невероятно мощного лазера. При выстреле из него в вакуум в пространстве образуются протоны и антипротоны, то есть материя и антиматерия. Лазер будет долбить вакуум до тех пор, пока не накопится достаточно реактивной массы, чтобы на свет аннигиляции материи и антиматерии отправить Varius к месту назначения. Но, как мы понимаем, пока это только концепция, и до ее воплощения очень далеко. А вот солнечная Бригантина уже развернула свой парус на околоземной орбите. Правда, это демонстрационный вариант, но все равно событие просто потрясающее. Собственно говоря, проводится испытание новой композитной мачты, парусника из гибкого полимера и углеродного волокна. Она жестче и легче, чем предыдущие мачты. Нынешняя требует трубчатую форму и может сжиматься и сворачиваться как рулетка в небольшой пакет. При этом она обладает всеми преимуществами композитных материалов, например, меньшим изгибом и деформацией при изменении температуры окружающей среды. В целом, композитная мачта и солнечный парус в развернутом виде занимают площадь около 80 квадратных метров. Это примерно соответствует размеру 6 парковочных мест для ваших авто. Главная цель миссии – удачно продемонстрировать развертывание мачты. Но после этого команда надеется также доказать эффективность всего паруса. Успешное испытание по замыслу ученых откроет путь к полетам на Луну, Марс и другие планеты. Конечно, для этого понадобятся более масштабные паруса, чем нынешний. Подобная конструкция мачты может потенциально поддерживать будущие солнечные паруса площадью до 500 квадратных метров, что примерно соответствует размеру баскетбольной площадки. После доработок ученые рассчитывают даже развернуть парус на 2000 квадратных метров, примерно с половину футбольного поля. Если учесть, что наше Солнце продолжит гореть еще миллиарды лет, то у огромного парусника будет безграничный источник энергии. Впрочем, большой парусник может обогнать целая космическая флотилия из 1000 кораблей. Правда, мы не сумеем прокатиться на них по космосу с ветерком. Все суда будут наноразмера и почти невидимы человеческому глазу. Крошечные зонды с помощью лазерных технологий смогут легко перемещаться по нашей звездной системе и даже улететь далеко за ее пределы. Ученые уже давно работают над этой идеей и в последнее время просто ошеломляют своими достижениями. Например, проект-инициатива Breakthrough Starship готовит к отправке целый рой парусных мини-зондов. Они полетят на расстояние 4 световых лет к планете Проксима Центавра Б, похожей на Землю. Вес каждого аппарата во флотилии будет около 1 грамма. Вместо ветра паруса на этих крошечных судах раздуют лазерные лучи установок, расположенных на Земле. С помощью массива лазеров мощностью 100 гигаватт на квадратный километр специалисты надеются разогнать корабли до 20% скорости света. По расчетам, они достигнут Проксима Центавра Б всего за 20 лет. Беспилотные аппараты также пытаются приспособить к выполнению сложных заданий по охране Земли и, соответственно, нас с вами. Это касается астероидов и комет, которые на огромных скоростях летят по пространству и иногда пугают нас разрушительным столкновением. НАСА недавно выделила грант на разработку и строительство такого себе гарпуна для ловли комет и астероидов.
Специальным мощным устройством, похожим на гарпун, космический аппарат будет цеплять выбранный объект, а затем за счет силы своих двигателей оттягивать его от опасной траектории сближения с Землей. И на этом дело не закончится. В задачу космического аппарата войдет добыча полезных ископаемых на захваченном астероиде. Для этого небесный камень отведут в нужное место, например, на орбиту Марса или Луны, где будут располагаться соответствующие базы. Затем к астероиду отправят группы беспилотных аппаратов и роботов, специализированных на добыче полезных материалов. Астероиды, по оценкам ученых, порой представляют собой настоящие сокровищницы. Достаточно сказать, что все золото, кобальт, железо, молибден, никель, осмий, палладий, платина, родий и рутений верхних слоев Земли как раз оттуда. Они являются остатками астероидов, упавших на нашу планету во время ранней метеоритной бомбардировки. Также есть проект космической пушки, которая с помощью особых снарядов будет отстреливать части опасных астероидов. Специальный космический аппарат поймает эти куски своими роботизированными клешнями и переправит на лунную орбиту. Там ученые займутся подробным исследованием их структуры. НАСА планирует испытать устройство на одном из 3 астероидов – Итокава, Бенну или 2008 ИВ-5. Еще одна новая разработка – космический нанобур, который предназначен для сбора образцов грунта с астероидов. Вес устройства составляет всего 1 килограмм, а размер чуть превышает смартфон. С помощью нанобура будет производиться забор необходимого количества грунта для его дальнейшего анализа. Солнце, которое дарит нам жизнь, временами тоже способно нанести Земле чувствительный удар, особенно во время бури. Как и на нашей планете, на светиле есть свои ветра и ураганы. Однако, в отличие от земных, солнечные ветра способны не только испортить вашу прическу, а в буквальном смысле вас испарить. Периодически они с безумной силой бомбардируют Землю заряженными частицами. Науке известно, что самые большие выбросы связаны с возникновением дыр в короне, внешнем слое атмосферы звезды, состоящей из заряженных частиц. Солнечные дыры отличаются пониженной плотностью и температурой. С чем связано их появление, астрофизики пока до конца не выяснили. Глубокому изучению солнечной короны и происходящих в ней процессов мешает само Солнце. Вернее, его свет, в котором тонут все детали строения светила и процессы, которые там происходят. Решением проблемы может стать так называемый объемный солнечный затемнитель. Это всего лишь шар размером чуть больше теннисного мяча, выполненный из сверхтемного сплава титана. Столь маленькая и вроде бы несложная вещь для астрономов может многое поменять. Для этого нужно установить ее перед спектрографом, направленным на Солнце. Тогда возникнет миниатюрное солнечное затмение, которое оставит без изменения яркости только солнечную корону. В настоящий момент на космических аппаратах SOHO и StereoHaka тоже используются солнечные затемнители. Однако плоский дизайн таких устройств создает некоторую расплывчатость изображения и лишние искажения. Решение данной проблемы подсказал сам космос. Земля, как известно, обладает своим собственным генератором тени, находящимся примерно в 400 тысячах километрах от нас. Это Луна, которая время от времени устраивает нам солнечные затмения. Объемная конструкция НАСА будет воспроизводить эффект такого затемнения для космического аппарата по исследованию Солнца. Находясь на расстоянии 2 метров от спектрографа, подобное устройство поможет исследовать солнечную корону без каких-либо проблем, помех и искажений. Многочисленные умные механизмы, которые способны работать без помощи человека, в будущем все больше будут участвовать в освоении других миров. Прямо сейчас их пытаются приспособить к выполнению различных важных работ за пределами Земли. Если мы однажды посетим колонистов на Луне, то, возможно, столкнемся с гигантским жутким пауком, но не спешите от него убегать. Опасность в вашей жизни не грозит. Вы просто встретитесь с очень полезным для людей ровером «Атлет», похожим на паука.
Такой необычный аппарат для освоения далеких миров сейчас разрабатывают в НАСА. Благодаря особой подвеске, состоящей из 6 независимых ног, его металлические конечности будут быстро проворачиваться во все стороны. Так что ровер сможет передвигаться по грунту любой сложности, а наличие колес позволит ему быстро пересекать и более ровную поверхность. Подобный гексапод можно оснащать самым разным научным и рабочим оборудованием. При необходимости он легко перевоплотится даже в передвижной кран и, например, без труда установит жилой модуль для колонистов. Ровер будет достигать 4 метров в высоту. Он сумеет поднимать и перевозить объекты весом до 400 килограммов. Одним из вариантов использования атлет является и 3D-печать. Установка на него 3D-принтера позволит использовать ровер в качестве мобильного печатного оборудования лунных жилищ. Однако, возможно, такому роверу сначала придется проявить себя не на Луне, а на Марсе. В НАСА уверяют, что в течение ближайших 2 десятилетий отправят колонистов на Красную планету. В космическом агентстве даже представили концепт марсианского форпоста, строительство которого хотят начать в конце 2030-х годов. Радиус поселения будет составлять около 100 километров. В нем расположат жилые модули, научные комплексы, стоянку марсианских роверов, а также горно-шахтное оборудование для команды из 4 человек. Солнечные панели обеспечат поселение электроэнергией, хотя они неэффективны во время частых на планете песчаных бурь. Но несколько компактных ядерных реакторов спасут положение, обеспечив поселенцев электричеством в период ураганов. Колонистам придется самостоятельно выращивать пищу, собирать марсианскую воду и даже создавать на месте ракетное топливо для полетов обратно на Землю. К счастью, множество нужных материалов содержится прямо в марсианском грунте. Сейчас ученые разрабатывают новаторские технологии для автономной жизни переселенцев. Так овощи предлагается выращивать методом гидропоники, то есть в насыщенной полезными веществами водной среде. В НАСА также организовали архитектурный конкурс технологии 3D-печати для возведения марсианских домов. Единственное условие конкурса заключалось в необходимости использования материалов, широко доступных для добычи на Красной планете. Победителями конкурса стали 2 дизайнерские компании из Нью-Йорка, создавшие концепт марсианского дома Ice House. В качестве его основы предлагается использовать лед. Строительство зданий будет производиться в ледяных зонах Марса. Туда отправят посадочные модули, загруженные множеством автономных строительных аппаратов. Они станут собирать грязь и лед для возведения сооружений вокруг модулей. Стенки таких конструкций будут выполнены из смеси воды, геля и кремнезема. Как только материал замерзнет на холодном Марсе, получится весьма себе подходящее для жизни помещение с двойными стенками. Внешнее будет состоять из ледяной смеси и способствовать дополнительной защите от радиации, а роль внутренней стены выполнит сам модуль. Авторы проекта Objective Европа пошли еще дальше. Они поставили своей целью снаряжение экспедиции на Европу, одну из лун Юпитера. Команда будет жить на специальной субмарине. В проекте примут участие настоящие энтузиасты, ведь у них будет билет только в один конец. Возвращение обратно на Землю авторами идеи не предусмотрено. Правда, субмарину планируется оснастить самыми современными технологиями. Среди них будет сверхмощный бур, многомерные тяговые двигатели, мощные прожектора и, возможно, пара многофункциональных роботизированных рук. К тому же в условиях спутника подводной лодке потребуется продвинутая защита от радиации. Сейчас ученые заняты ее разработкой. Важное значение также будет играть место посадки космического корабля с колонистами и субмариной. Европа покрыта льдом толщиной в несколько километров, поэтому лучше всего, наверное, приземлиться рядом с разломами и трещинами. Там ледяная корка не такая прочная и толстая. С помощью высокотехнологических приборов переселенцы смогут взломать ледяной панцирь спутника и погрузиться в подводный океан. Обустройство поселений на дальних планетах и спутниках, разработка их недр, научные исследования в чужих мирах потребуют огромных сил. Чтобы все это стало реальностью, нужны гигантские человеческие ресурсы.
Вернее, требовались бы, если бы место людей во многом не заняли их помощники. Сейчас ученые активно ведут разработку космических роботов, которым окажется по плечу решение некоторых особо сложных задач. Японское космическое агентство создало интеллектуального робота под названием Интбол, который уже успешно трудится на МКС. Это крошечная машина весом всего в 1 килограмм и диаметром 15 сантиметров. Все ее элементы напечатаны на 3D-принтере. Передвигается робот при помощи 12 пропеллеров, а ориентируется он внутри станции по наклеенным розовым точкам-маркерам. Функции робота очень разнообразны. Он успешно фотографирует эксперименты на МКС, собирает и сортирует данные, облегчает синхронизацию работы экипажа с командой на Земле. В этих направлениях робот экономит 10% работы астронавтов. В будущем помощь станет значительно шире, поскольку Интбол планирует усовершенствовать. После этого маленький помощник сможет отслеживать запасы продуктов у космонавтов и чинить сломанные детали корабля. НАСА, в свою очередь, готовится отправить на МКС специфического вспомогательного робота «Звездная пчела». Это куб со стороной в 30 сантиметров, который сможет свободно летать по станции. Он будет помогать космонавтам с проведением опытов в условиях микрогравитации, а также оказывать им услуги в быту. Звездную пчелу для удобства оснастят маленьким манипулятором. С помощью этого устройства робот сможет где-нибудь швартоваться или что-то держать во время опытов. Удивительная пчела снимет с космонавтов рутинные задачи по инвентаризации с помощью RFID-сканера. Она каталогизирует и обновит данные о местоположении всего, что есть на станции. Также робот сможет следить за качеством воздуха и уровнем шума на Международной космической станции. Еще один любопытный проект американского космического агентства – робот-стрекоза для сборки и ремонта спутников. Основу этого гигантского искусственного насекомого составят не крылья, а рука-манипулятор длиной 3,5 метра. С помощью этой невероятной стрекозы спутники сумеют самостоятельно монтировать на себе в космосе антенны и прочее хрупкое оборудование. Также роботы будут использовать для сборки прямо в пространстве больших спутников, которые слишком дорого или невозможно выводить на орбиту целиком. Неугомонная и ловкая стрекоза, несомненно, принесет много пользы на околоземной орбите, но у исследователей уже есть более удивительные модели космических роботов будущего. А на создание модели A-Puffer специалистов вдохновили японские бумажные фигурки оригами. В результате получится маленький двухколесный искатель приключений, который обладает способностью невероятно быстро распрямляться и пригибаться. Ему легко будет исследовать труднодоступные места в чужих мирах. Еще есть плавающий вездеход Бруя, настоящий мастер дайвинга, который проведет испытания на любой глубине. Но это не самое безумное из его возможных проделок. Брюе способен катиться на колесах по нижней части ледяной поверхности замерзшего сверху водоема. Во время своих удивительных приключений он будет фотографировать местность и собирать другие данные для ученых. Исследователи надеются применить такого робота для поиска жизни на ледяных небесных телах Солнечной системы. Например, исследовать подземные океаны той же Европы, Луны Юпитера или Энцелада, спутника Сатурна. Но вот чем при освоении космоса может помочь нечто похожее на детскую игрушку, то ли остроконечный кубик, то ли ежика? На самом деле это странный, но очень полезный робот. Он будет исследовать небольшие небесные тела типа комет или астероидов. На их поверхности чрезвычайно трудно находиться из-за очень маленькой гравитации и пересеченной местности. Удержаться на небесных валунах ежику помогут разнообразные способы передвижения. Нужно катиться, подпрыгивать или кувыркаться? Пожалуйста. Робот, шутя, с этим справится. Если даже он приземлится вверх тормашками, то ничего страшного не произойдет. Ежик легко выйдет из этой ситуации, поскольку ловко действует с любой из своих сторон. Однако его коронный маневр – создание вокруг себя некого странного мини-торнадо. Подобный смерч подбрасывает кубик вверх,
позволяя ему выбраться на поверхность из глубоких кратеров, расселин и пропастей. Это просто фантастические модели. И все же для нас интереснее всего человекообразные механизмы. В НАСА уже занимаются разработкой роботов, похожих на людей, гуманоидов. Некоторые задачи лучше всего решат именно такие машины. Например, ученые считают, что подобные роботы должны подготовить будущее поселение, встретить колонистов на Марсе. Для этого создана модель R5 или Валькирия. Электрический R5 оснащен камерами, датчиками, множеством двигателей и 2 компьютерами. Валькирии также пригодятся колонистам для геологических изысканий, а также астробиологических исследований в поисках органической жизни на других небесных телах. Ну а мы, при знакомстве с удивительной Валькирией, без труда пожмем ей руку и сможем поговорить на равных, буквально лицом к лицу. Рост робота составляет около 190 сантиметров, то есть он лишь немного выше среднего человека. Но главное, вполне возможно, беседа окажется очень интересной и даже интеллектуальной, чтобы помощник космонавтов поумнел и справился со всеми своими задачами, его оснастят самыми продвинутыми алгоритмами искусственного интеллекта. Машинное обучение, по мнению многих ученых, в будущем вообще станет важнейшей составляющей освоения Вселенной. Искусственный интеллект уже сейчас способен обрабатывать огромный объем данных, полученных в ходе внеземных миссий. Спутники, зонды, телескопы и другие инструменты исследования космоса собирают столько сведений, что астрономы зачастую просто физически не успевают ее обработать. А вскоре, как мы говорили, объем данных станет неизмеримо большим. Без помощи искусственного интеллекта здесь никак не обойтись, и его уже успешно применяют в космических технологиях. Например, алгоритм ШИП, смоделированный по образцу человеческого мозга, научился распознавать различные типы галактик, эллиптических, спиральных и других. Он выявляет сложные взаимосвязи между их формой, размером, цветом, а затем выбирает соответствующий тип галактики. Для этого астрономы обучили алгоритм на 75 тысячах астрофизических объектов из слоановского цифрового обзора неба проекта Galaxy Zoo. Теперь машина легко сортирует и идентифицирует их аналогично тому, как проводится программа распознавания лиц. Тем временем миссия ЭКО по планетарной обороне Гера готовится в будущем использовать искусственный интеллект в целях безопасности Земли. Ему поручат вести зонды к грозящим нам астероидам, чтобы отклонить их орбиты от Земли. Специально обученный алгоритм будет действовать по аналогии с управлением беспилотными автомобилями. Эту миссию специалисты надеются сделать отличной от других. Чаще всего управление подобными полетами осуществляется с Земли. Гера будет действовать самостоятельно, объединяя информацию от различных датчиков и принимая решения прямо на борту. Компания Discovery, в свою очередь, открыла проект по использованию искусственного интеллекта для самостоятельного перемещения космических кораблей. Специалисты проводят машинное обучение в области наведения, навигации, управления и организации быта астронавтов. Представьте, насколько комфортными окажутся ваши будни в таком себе интеллектуальном звездолете. Роботы будут не только быстро подавать вкусный кофе и проводить качественную уборку. Они сумеют выполнять намного более сложные и высокопрофессиональные задачи. Например, такие машины моментально проведут мониторинг здоровья астронавтов и при необходимости назначат лечение или профилактические процедуры. А главное, специальные алгоритмы будут прокладывать курс космического корабля, проверять состояние оборудования и, если нужно, проводить ремонтные работы. Японское космическое агентство, например, уже начало оснащать свои ракеты искусственным интеллектом по контролю работы аппарата в автономном режиме. В мире подобных технологий иногда все кажется просто кадрами из очередного фантастического фильма. Потому наше нынешнее космическое путешествие оказалось чем-то похожим на сказку. Тем не менее, мы убедились, что подобные разработки уже ведутся в реальном времени, и некоторые из них близки к завершению. В будущем они наверняка помогут нам многого достигнуть в освоении космоса. Ученые сумеют заглянуть еще дальше во Вселенную, собрать больше данных и сделать революционные открытия.
Удивительные экзопланеты, экзотические звезды, странные черные дыры откроют нам свои тайны. А значит, нас ждут еще более удивительные приключения в космосе.